Всем здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо видно и хорошо слышно. Всіх вітаю. Так, вопросы сыпятся. Рашисты идут в бан сразу, чтобы не мешали нам. Друзья, пока собираемся, сегодня мы говорим 90% про Украину, 10% парочку моментов, которые интересных с Израиля пришло по новостям. Вот, но список огромный, я могу вам показать, нереально огромный список тем. Сейчас будем все обсуждать. Потому что вчера стрим был посвящен исключительно ситуации, ну, в Израиле, всему, что происходит. Казахстану вітання теж. Вишневая, привет. Да, друзья, кто заходит, сразу ставьте лайки, пожалуйста. Ну, смотрите, первое, что я хотел бы обсудить, это информацию, которую Джокер, телеграм-канал, выдал, который курируется из офиса президента, что в СБУ собирали блогеров крупных. И как они там сказали, то ли вменяемых, то ли нормальных. Я не знаю, что они под этим подразумевают. Наверное, тем, которые будут выполнять их указания напрямую. Но, в общем-то, это точно нездоровая ситуация. Это я вам говорю 100%. Просто задумайтесь над этим, что люди, вот так как я, сидят, вещают, а спецслужбы им хотят диктовать, что говорить. Естественно, что могут просить делать спецслужбы? Только хвалить власть и больше ничего. То есть хвалить власть, по их мнению, это правильно. Конструктив, по их мнению, это неправильно. Я думаю, вы с этим не согласны, так же, как и я. Теперь интересное вот высказывание было Зеленского на днях. Сейчас я вам его зачитаю. Значит, прежде всего, это прямая речь. Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире, заявил Зеленский после саммита Европейского политического сообщества в Испании. Я впервые слышу о том, что обсуждать коррупцию в Украине и негодовать по этому поводу — это российский нарратив. Я думал, что это вообще-то как бы гражданская обязанность каждого уважающего себя гражданина Украины. И это вообще-то наша страна, а не страна чиновников. Или они хотели, чтобы была коррупция, а мы молчали. Ну, давайте смоделируем ситуацию, на 5 минут представим, что до сих пор Резников яйца по 17 эти возит, что деньги, которые выводились с Минобороны, ну пусть себе будет. И стадионы, ну пусть строит стадионы местная власть во время войны за несколько миллионов долларов. Барабаны, вот эти все ситуации с бомбоубежищами. То есть давайте будем просто молчать и будет. И что тогда? А зачем тогда война? За что тогда война? Если это реально была прямая речь президента Зеленского. Я, честно говоря, даже просто уже не знаю, как реагировать. Как-то именно оскорблять его нет смысла, но мне кажется, что это он уже близок к чему-то нехорошему. В том смысле, что он уже сам, по-моему, ну, неадекватно смотрит на ситуацию. Его теплая ванна его реально уже сварила. Я так могу это назвать. А теперь я хочу обратить ваше внимание в начале стрима, потому что забуду потом. Там у меня была дискуссия в телеграм-канале. Опять меня пытались убедить, что мы хорошие, а весь мир плохой. Мой аргумент был такой: вам это не напоминает то, что говорит Путин? У Путина всегда весь мир хочет смерти русских и бедную нищую Россию видеть, поставить Россию на колени. Но я такого никогда не замечал. И вы не замечали. Но Путин так говорит. А у нас говорят то же самое про нас. И люди, даже которые себя называют патриотами, они уже сами незаметно для себя скатились и съехали вот такую вот чепуху. То есть я не вижу патриотизма в том, чтобы тупо и слепо хвалить наше, только потому что оно наше. Патриотизм в том, чтобы быть объективным и хотеть лучшего. А если ты еще знаешь, как это сделать, тогда это супер просто. Вот давайте посмотрим на наши страны-соседи. С Россией война. Беларусь помогает России. Считайте, что с ними, ну, нельзя сказать, что война. Отношений нет, естественно, это враг. С Польшей поссорились. Орбана объявили врагом, Венгрию. В Словакии пришел новый премьер, помощь нам, отказался. И что?
Ну дальше что? Осталась, получается, Румыния. То есть все, вокруг одни враги. С Польшей поссорились. Так это провал наш, мне кажется. То есть мы реально уже в положении Израиля, который окружен врагами, так и у нас получилось. Но там это сложилось исторически, религиозно, миллион нюансов. А мы, если убрать Путина, со всеми остальными сами, ну, Беларусь то же самое, со всеми испортили сами отношения. Как-то на это никто не обращает внимания. Откройте после стрима карту Европы и посмотрите для себя, где наши враги, где наши друзья. Окажется, что мы со всеми в ссоре. Это провал внешней политики, это провал всех президентов, и особенно Зеленского, потому что при нем большинство этого всего и произошло. А меня пытаются убеждать, что он великий внешний политик и стратег и все остальное. Я просто вообще просто поражаюсь этому. Но самое феерическое заявление было сделано Зеленским чуть позже, я тоже его публиковал. Оно звучит так, что РФ внезапно хочет мира, чтобы заморозиться и вернуться с большой войной. Он назвал даже конкретную дату, 2028 год, и втянуть туда еще какие-то европейские страны, вот он сказал. То есть он уже через 5 лет знает, что будет делать Россия. Он сказал, что это данные разведки. Меня удивляет такая позиция, почему он, зная сейчас за 5 лет, уже на это реагирует и рассказывает нам, почему он такое же не делал, когда за полгода до нашей войны знал обо всем этом. Ого, Дикси Нормус, большое спасибо вам, это рекордный донат каналу. Вы понимаете? Ну, я тоже в ступоре от такого. А теперь у меня вопрос. А если сейчас, как они называют, заморозить, хотя это не совсем заморозка, если, давайте называть это, если сейчас остановить войну. Вот мы сейчас остановили войну. И, допустим, нам достоверно известно, действительно Зеленский прав, что в 2028 году Путин готовит новый поход. А мы что будем делать эти 5 лет? Можно спросить? Колю Тищенко, Дмитрука, Куницкого смотреть? Или как? Ермака? Шмыгаля, Резникова. То есть он просто хочет остановить войну, чтобы жить так, как раньше, чтобы привели новую войну. Выборы не делать. То есть вы просто, я надеюсь, вы осознаете вообще уровень этого абсурда и этой дурости. А я, например, расскажу вам сейчас, какую я вижу военную обстановку через 5 лет, не являясь при этом военным экспертом. Я думаю, что по периметру на границе с Беларусью и Россией должно дежурить там сотня байрактаров, должна быть построена стена, должно быть все заминировано, патрулироваться обычными дронами. Через 5 лет должна быть сформирована несколько сотен тысяч профессиональная армия, обученных людей, и навсегда забыть о ТЦК и вот этих хватаниях под руки, отменить срочную службу. Вот. Дальше частный военный промышленный комплекс. У нас штамповаться будут хаймерсы и шмаймерсы и все остальное. И я хочу подчеркнуть, что я считаю, что почему-то вижу это странным, что нас не говорят концепцию армии будущего нашего. Есть армия наступательного плана, например, такая, как у России и у США. Есть армия оборонительного плана, это такая, как у Израиля. Я считаю, нам нужно строить оборонительную армию, раз мы в похожей ситуации с Израилем, для того, чтобы обороняться. Вот и все. Это должен делать частный военный промышленный комплекс. Я по-другому не вижу, но я точно не собираюсь посыпать голову пеплом и типа через 5 лет нам кранты. Нет, нам не будет через 5 лет кранты. И вот этот, я буду их словами теперь говорить, нарратив, что мы защищаем Европу, и что через 5 лет, если сейчас не довести дело до конца, правда, я слабо понимаю, что за этой фразой стоит, мы типа будем Польшу защищать и на кого-то. Да, не надо переживать за кого-то. Если Зеленский намекает на страны Балтии, то они члены НАТО. Они сейчас тоже, насколько я знаю, заказывают оружие. Если он говорит о Польше, Польша заказала, по-моему, 200 с чем-то хаймерсов у США, которые вроде до 2025 года придет. Сейчас объявили, что США может дать железный купол Польше, а Польша нам Патриот, чтобы дала. И закроет небо, железный купол над Польшей. Польша постоянно заказывает нереальное количество классного оружия. То есть Зеленский хочет решить вопросы Польши. Это он уже так, это уже когда ты не знаешь, что городить, ты начинаешь уже спасать весь мир. Я предлагаю Зеленскому спасти Украину и подумать о том, как остановить войну. И если, еще раз повторяю, про 2028 год правда,
то подойти к этой дате совершенно в другом состоянии, чем это было в 2022. А мы, говоря, что вот потом будет война, обрекаем себя на то, я все время на этом акцентирую внимание, но я не вижу, чтобы кто-то еще из публичных спикеров так делал. А мы чем будем заняты все эти годы? Может, надо сделать выводы, может, надо по-другому все, чтобы было. И вы же знаете, хочешь мира, готовься к войне. Если все это будет сделано, то не будет никакой войны в 2028 году, и не было бы ее в 2022, если бы у нас была профессиональная армия. Говоря общими фразами, стандартам НАТО. Это общие фразы, но я так примерно разбирался и примерно понимаю, что за этим стоит. Вот такие вот дела. Поэтому, надеюсь, вы понимаете и осознаете все то, что он говорит, и то, что предлагаю я. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. На это надо, чтобы разогнать стрим. Дальше продолжаем. Кстати, да, я хочу сказать, что вот эти все последние новости после того, что случилось в Израиле, очень много западная пресса пишет, что военным путем конфликт России и Украины не решить. 3 или 4 статьи я видел в разных изданиях на этот счет. То есть как бы все говорят, что пора заканчивать. И я думаю, нам нужно мыслить рационально в этой ситуации. Я, кстати, посмотрел на днях и вам советую новый фильм, называется «Голда», в честь Голды Меир и войне, которая случилась 50 лет назад в Израиле. Вот, к сожалению, видите, через 5 лет история повторяется. Я его публикую в телеграм-канале у себя. Подпишитесь, кто не подписан на мой телеграм-канал. Ссылка сверху в закрепленном комментарии. Поставьте лайк, колокольчик здесь на канале. Подпишитесь здесь на канал. Это тоже важно, кто еще не подписан. Вот. Посмотрите для себя. Там тоже все закончилось переговорами, и кошмары, и ужасы тоже были, а все заканчивается всегда переговорами. Я еще раз говорю, что жизни людей важнее в данной ситуации, чем территории, потому что без этого ничего не будет происходить. Это мое твердое убеждение. Внезапно, кстати говоря, Арестович начал говорить, что нужно оборону строить, а не контрнаступление. Ну, мы можем уже констатировать с вероятностью 90%, что контрнаступление провалено. И это не вина, не дай бог, пацанов, которые воюют, нечем было. Плюс я говорю, зачем этот Бахмут, зачем это, и Бахмут этот взять не можем, а зачем стоит такая задача? Я всего этого не понимаю. Для меня все это какая-то огромная загадка. То есть как-то война вот в Израиле, там сейчас нет никакого пиара, там сейчас все заняты делом. А у нас начинают любое поражение, любую проигранную битву выдавать за победу. Вцепились в этот Бахмут. Просто недоумеваю, зачем. Если во всей американской прессе были инсайды, что Америка и НАТО очень настаивали, чтобы мы шли чисто на Мелитополь туда, Токмак, Мелитополь, все силы туда. Зеленский решил иначе, или кто-то еще, я не знаю. Еще хочу вам тоже посоветовать. Сейчас уже идет, по-моему, или 6-й, или 7-й сезон сериала «Миллиарды». Это, конечно, сериал специфический. Он высокобюджетный, с топовыми актерами. Не всем такое, наверное, будет интересно. Но вот в последнем сезоне часто упоминается Украина, война в Украине. И там тоже, типа, значит, глава хедж-фонда хочет баллотироваться в президенты США. И вот там встреча важных людей, и тут разговоры, и вот такую фразу они там произнесли, что президент США обязан сделать все, чтобы ни одна страна в мире не применила ядерное оружие. И я понял, что здесь философия. Много раз об этом говорил Трамп и Рамасвами, и многие другие, кого я здесь слушаю. Реально, почему-то у нас в Украине это уже считается, как будто это невозможно. А в Америке к этому относятся очень серьезно. Ну, потому что, во-первых, они собирали ученых и моделировали ситуацию в случае ядерной войны. И все эти моделирования и исследования показывают, что тогда в мире будет просто кранты всему миру и всему человечеству. Никто и ничего не выживет. Никто этого не хочет. Потому они обязаны об этом думать. И то, что для нас с вами может кажется диким, потому что мы душой и сердцем с нашей страной переживаем за Украину, Америка на это смотрит немножко под другим углом, шире гораздо. Потому что мы вот так сконцентрированы на Украине, а они вот так смотрят на ситуацию. Понимаете? Я тоже советую просто не то чтобы принимать именно эту точку зрения, а задуматься об этом. Почему мы не получаем достаточно вооружения и все остальное.
И тут же, продолжая эту тему, я вот себе заметку сделал. Опубликовала наша пресса типа реформы и требования Америки сейчас, что мы должны сделать, ну, чтобы продолжалась помощь от США. Там перечень был по судьям, суды, там это, то, банки приватизировать, еще какие-то, ну, там английский язык продвигать более активно. А я вспоминаю, пару месяцев назад я брал эту вставку в одно из своих видео. Андрей Ермак сделал, дал интервью Соне Кошкиной и сказал там, что Байден был в восторге от наших реформ. Вот так вот сидел, вот так вот активно рассказывал Соне Кошкіна Єрмак. Байден був в шокі від реформ, які ми тут запроваджуємо. І це не можуть робити жодна країна, в якій навіть зараз не йде війна. От таке ми зараз робимо, реформуємо так Україну. Байден був в захваті, Байден був вражений. Виктория Нуланд была вражена. А теперь, получается, пришли требования с реформами. Так кто врет? Если США требуют какие-то конкретные реформы, а Ермак говорит, что Байден был... Так, то есть Байден, вернее, Ермак публично соврал у Сони Кошкиной. И для чего это вам рассказываю? Чтобы вы понимали, с кем мы имеем дело. И кто управляет Украиной. И насколько страшная вся эта ситуация. Твої слова і думки я розумію. Я скажу досить смертей. Можна було вже провести переговори. Просто вони не цікаві для політики. Вони гірше на цьому заробляють. Тільки ціна цього, на жаль, людське життя. Так. Ні, до конца года мир вряд ли будет. Я бы, конечно, хотел. Так, фейки я игнорирую разные. Денис, в Телеграме было видео с Черноволом, как он обращался к нации и как обращается Зеленский каждый день к народу. Ну, сравнивать Черновола великого и Зеленского, это, конечно, Черновол украиномовная людина, который позиционировал себя националистом, а на самом деле произносил либеральные вещи, и у него было очень правильное видение Украины. Поэтому это точно не кампания для Зеленского. Так, отдельно я хочу поговорить. Вы видели это видео? Значит, разведка Украины, ГУР опубликовала. Сначала Россия выставила, что 13 человек гуровцев убили, одного взяли в плен, даже там фото, видео было. ГУР молчали день, потом они выставили, что да, была проведена операция. И я не профессиональный разведчик, я не военный. Я хочу просто вместе с вами порассуждать вообще, что это было. На скутерах приехали ночью в Крым, развернули флаг Украины, сняли это на видеокамеру, ничего не видно, где это, не доказать, ну, бездоказательно, когда и где это было. Проговорили ребята там лозунги. Я понимаю, они на службе, тех, кого послали, к ним нет претензий. Кто такие операции планирует? А если правда, что 13 человек убили на такой операции, в чем была суть операции? Ночью, где не видно, где ты, что ты взять флаг и сказать, что Крым — это Украина? Ну, я как-то... Хорошо, давайте представим, что Россия соврала, что там 13 погибших уровцев. Представим, что там погиб один. Это мало? Что один боец погиб, это хорошо? Ради чего? Какая практическая польза? То есть это какой-то пиар получается? Просто пиар, а не операции? Я просто хочу понять, кто это планирует такое, и кто на такое посылает людей. На скутерах. Что это? Там перестрелка была громадная, потом уже сам ГУР эту перестрелку выставил. Я этой операции просто не понял. Зачем это все? Тут я хочу просто по поводу разведки к чему говорить. Вот эти сказки, которые, к сожалению, многие люди рассказывают, не то что сказки, вот они говорят, так какие мирные переговоры, за что тогда погибли люди? Так логика этих людей, что нужно еще, чтобы больше погибших было? Тогда это будет нормально? Или еще, если погибнет 100 тысяч украинцев, это нам прогарантирует хорошее будущее светлое? Нет, не прогарантирует. Я думаю, что нужно действовать как Моссад, точечно находить врагов потом и делать то, что делает Моссад. Если людьми движет месть, я это понимаю. Но это нужно делать красиво и по-другому, а не в тупую, в лобовую ценой стольких жизней. Поэтому это видение для меня дико, я вам буду прямо говорить. Я это не поддерживаю.
Давайте пару вопросов и будем продолжать. Друзья, ставьте лайки. Денис, як і коли примерно бачите кінець війни, який він буде на вашу думку? Ну, я только что озвучил мирные переговоры. Я хочу сказать, что конец войны может быть плохой, очень плохой и катастрофический. Хорошего окончания войны быть не может. Плохой конец — это переговоры и, наверное, какие-то компромиссы. Вот так вот. Очень плохой — это идти в наступление, а потом пойдет в Россия контрнаступление, и жертв будет больше и больше потерянных территорий, а потом переговоры. Это очень плохой. Катастрофа — это когда будет, ну не знаю, довести до тактического ядерного удара, а потом переговоры. Поэтому хорошие пути уже закончились. Хороший путь был еще до этой войны, пока был мир, чтобы Зеленский провел нормально переговоры, и, я не знаю, Крым и Донбасс обменять на вступление в НАТО, провести по стране референдум для того, чтобы это было легитимно и пользовалось поддержкой народа. Это было бы лучшее решение, чем сейчас потерять сотни тысяч жизней и больше территорий, чем уже было потеряно не Зеленским, а другими деятелями. Но я так это вижу. А потом, я говорю, экономически жить так, и в будущем бы посмотрели, если в России зашаталась бы ситуация, может бы вернули мы их политическим, экономическим путем потом эти территории. Нет, Зеленский поехал тогда во Францию, кривлялся там, насмехался. Нельзя так себя вести, когда у тебя нет возможностей никаких. Надо было умнее быть. Но Зеленский думает, что управлять Украиной — это то же самое, что управлять творческим коллективом «Квартал 95». Я напоминаю, что Зеленский бизнесом никогда не занимался, и «Квартал» бизнес-направлением там занимались и строили совсем другие люди. Он управлял исключительно творческим коллективом. Вот люди спрашивают меня про беспредел в Верховной Раде, все то, что происходило. Я вам скажу. Вот Гончаренко, Тищенко. Ну, про Тищенко сколько мы уже с вами говорим? Ну, год, наверное, мы с вами говорим про Тищенко. Посмотрите на их лица, на их одежду. Эти люди живут не в напряжении. Эти люди живут на кайфе. Их быт не отличается, в отличие от нас всех. Ну, большинство. Я думаю, кто-то вынужден был покинуть дом по каким-то причинам. Кто-то на фронте оказаться, у кого-то погибшие есть на фронте, кто-то волонтерит. Их жизнь, она другая. Их жизнь, она другая. И я обещал там вам рассказать пару инсайдов. У меня был разговор с человеком из Киева, после которого я даже подрастроился. Потому что на самом деле мы с вами это близко к сердцу принимаем и хотим изменений, а там уже Гончаренко, например, бегает, он хочет сделать военную партию, ищет финансирование на военную партию, от Порошенко отколоться. Он вообще не мыслит категориями другого будущего. Это просто на пример я говорю. То есть все озабочены как-то выборами, они понимают, что они рано или поздно будут. А давай того возьмем в партию, а давай того. Я знаю, например, каких военных Ахметов прикармливает, как это все происходит. Ну, я не знаю, не может быть такого, чтобы часть страны хотела искренне и понимала, что все, дальше так жить нельзя. Настал тот момент, точка невозврата. А эти относятся к этому всему так, как было, например, после Майдана последнего 10 лет назад, так, как было после АТО. Ну ничего, будем жить по-старому. То есть, наверное, потому все и хотят воевать, для того, чтобы так продолжать жить. То есть бесконечную историю. Я другого такого не нахожу. Для того, кто хочет добра Украине и хочет Украину великой, для такого человека очевидно, и тот, кто какие-то прошел во время войны сложности, очевидно, что так дальше Украина жить не может. И очевидно, где корень проблемы. Что изначальный корень проблемы внутри страны. А Путин — это уже реакция на то, что мы со своей страной сделали. Ну, не мы с вами, а они, скорее, госаппарат. Была бы сильная Украина, такую, как я описал, через 5 лет, с такими военными и экономическими возможностями, потому что все выигрывается деньгами, любая война. Не случилась бы эта война. Или более грамотно уметь сделку заключать, переговоры. Ведь политика — это же как бы искусство сделок. Окривляться и задаваться, и ввязываться в драку, которую мы не можем выдержать — это не искусство, это тупость и дурость. Надо еще было жирком обрасти, что-то сделать, и тогда, может быть, там можно по-другому было реагировать. Я вам серьезно говорю, если вы просто надо смотреть не на то шоу, которое публикуется с Верховной Рады, а посмотрите на их одежду, на их часы, на их лица.
Это не люди, которые не досыпают, это не люди, которые не доедают. Посмотреть фамилии, я просто обалдел. Фриз, со «Слуги народа», не бедный человек, а он берет компенсацию за жилье. По-моему, Бужанский то же самое делает. Это сброд, который понабирали туда, Тищенко, этот на ТикТок стрим снимает во время Верховной Рады. Представляете? Ну вы вообще представляете, мы с вами на стримах собираемся обсудить, как они там говорят, нагальные питания, и о будущем поговорить, и как-то идеи какие-то для того, чтобы жить по-другому и Украину другой сделать. А там все, вы поймите, там все построено на пиаре. Вот все, им надо было вот это вот сделать. Они не чувствуют за собой никакой вины, что это смотрят военные. И каково это смотреть военным, тому, кто сейчас стоит по колено в грязи в окопе. Или без руки, без ноги сидит, это смотрит. Я думаю, у многих в голове такая мысль проскочила. А зачем я потерял ногу или руку? Чтобы сейчас Тищенко с Гончаренко смотреть? Вот, больной пишет, Елисевич предлагает сдаться. Больной человек. Такие люди на канале не нужны. Так, вопросы читаю. На Гончаренко люди ведутся, ну, а еще бы, у него больше 1 подписчиков на YouTube. Я вот долго не мог понять, а какой смысл слушать Гончаренко? Это просто мнение Гончаренко на процессы, происходящие вокруг? Он что-то когда-то предложил? Я помню, как он у Скрипина сидел на интервью, и спросили у него про деньги, он сказал, 700 тысяч долларов мне одолжил тесть, который работал в «Газпроме» российском. Ну, вообще после такого на человеке ставится точка, и все. Вот что такое нет института репутации. То, что, например, Арестович не понимает. На этом карьера должна была быть закончена Гончаренко. А она у него, наоборот, пошла вверх. Значит, у нас страна назад, вперед и наоборот. На черное белое говорится, на белое черное. Вот Гончаренко в глазах общества патриот, Тищенко тоже патриот. А меня называют чуть ли не главой русской пропаганды в Украине. Где справедливость в этой ситуации? Многие там дослушают стрим, выключат, а я предлагаю вам подумать. Мои видео, мои стримы не для успокоения. Я не успокоительная таблетка. Мои видео и стримы для того, чтобы вы задумались и мыслили рационально. Потому что это важно. Хотя я вам честно признаюсь, я не буду от вас скрывать. Иногда мне хочется, чтобы я просто не могу физически это сделать. Хочется отпустить Украину, закрыть канал и просто заниматься своей жизнью. И лучше бы такое случилось, наверное, когда началась война. Просто забыть об этом всем и все. Оно просто не отпускает. А они кайфуют там, сидят. А человек пишет, почему не воюешь? Не знаю, поинтересуйся, посмотри канал. А ты воюешь? Да, в Тернополе ТЦК «Беспредел». Я сегодня выкладывал в телеграм-канале. Я подписал это, типа, это не ХАМАС, это ТЦК Тернополя. Друзья, что я вам хочу сказать? По лицам этих людей, как физиогномист, там все понятно. Вы посмотрите этого Борова, который был с этого, как оно называется, Великий Самбір или Маленький Самбір, город этот, там, где с пистолетом угрожал. Вы, если так их в ряд фотки выставите, там примерно та же будет картина. Лишний вес, криминальная рожа, черты лица характерные. Вы же там не увидите интеллектуальное лицо. Вы думаете, так можно выиграть войну с такими действиями? Я утверждаю, так войны не выигрываются. То, что много героев на фронте, это все проколы нашего государства. Где есть место героизму, там прокол государства. Героический волонтер, значит, недофинансирование государства. Героические поступки военного, значит, проблемы в государстве, а дальше проблемы в армии. Потому что там, где есть, вот, например, в Америке полиция очень жестко отсекает гражданских, когда идет какой-то конфликт. Нет места никакому геройству. А, например, в израильской армии, если тебя взяли в плен, то у тебя по протоколу ты должен все сдавать, что тебя спрашивают, чтобы тебя не пытали там жестко, чтобы ты не пострадал. Сдавай всех и все явки и пароли.
Потому что там часто практикуются обмены все на всех. И израильтян берут в плен для того, чтобы выторговать своих там лидеров, своих группировок, Хамас и всех остальных. Понимаю? То есть рационально нужно мыслить. Так, единственное, почему людям в ТикТоке не нравитесь вы, это потому, что вы хотите все приватизировать. Я таким людям и нравится и не хочу, и нет у меня задачи. Я теми от политиков отличаюсь, у меня нет задачи всем нравиться. Приватизировать нужно все это не потому, что я так хочу, а потому что это единственное, и я это 100 раз уже обосновал, единственный способ справиться с причинами коррупции. И сейчас мы перейдем на эту тему, потому что это важно, то, что вы написали. Я хочу обратить внимание на свою футболку. Вот пока у меня нет своего мерча, видите, у меня Хавьер Милей, это будущий президент Аргентины. Вот. Это тот человек, который проповедует все те же идеи, которые проповедую я, а я о нем узнал там 1,5 месяца назад, когда он набрал на праймерис там больше 30%. И Аргентина, если они его выберут, и с ним ничего не случится, Аргентина пойдет вперед. И он все приватизирует, и доллар ведет в Аргентине вместо песо. Это то, что я предлагаю то же самое сделать, вместо гривны доллар. Ну, на худой конец евро или евро и доллар. Потому что есть моменты, есть страны, где все остальное не работает. Вы можете в Америке косметически что-то сделать, хотя Вивек Рамасвами собирается закрывать ФБР, налоговую ликвидировать полностью. Представляете? Полностью ликвидировать американскую налоговую. Закрыть Министерство образования, здравоохранение полностью реформировать. Это в Америке, в самой успешной стране мира, там сколько, 23 триллиона долларов ВВП. Это проблема Америки для Украины — это космос. Нет никакой страны в мире идеальной, во всех странах проблемы. Вот я вчера по Израилю поговорил, мне пишут, знаете, выходцы из совка, которые живут в Израиле, а их там 30%, наверное, среди населения, это особые люди. Вот не зря их не берут никуда. Я не хочу никого обидеть, говорю правду. Нет ни одного судьи в Израиле, выходца из Советского Союза. Их не берут на важные должности практически. Потому что наши люди, они, вот этот поганый совок, он испортит все. Пишут мне: да ты что там расхваливаешь Израиль, да ты приезжай к нам поживи, да у нас коррупция, у вас... Я даже ничего не отвечаю. Хотелось написать: а у вас стадионы строят сейчас во время войны? А у вас за колл-центрами депутаты Кнессета бегают? А у вас Минобороны $1 миллиард на оружие вывело куда-то в офшоры? О чем вы говорите, ребята? Это как здесь американцы мне рассказывают про свои проблемы, я слушаю, я смеюсь над ними. Я говорю, что для нас это не проблемы, мы даже такие вещи в Украине не замечали. Я хотел бы, чтобы американец проехался на маршрутке Богдана, разваленной раз в своей жизни. Ой. Ладно, возвращаясь к тому, что вы там спрашивали. Украинская правда, и я их промоутировал на своем телеграм-канале, выставил промо-ролик и говорил вам: люди, начался политический процесс, ура! Роман Кравец, это такой рыженький журналист «Украинской правды», я включил это шоу посмотреть. 4 кресла, включения прямые, такие как стрим. Значит, сидели там Сытник, сидел там Рахманин, сидел этот Климкин, и сидела, как ее, Смаглюк-Василевская или как? Вот это вот журналистка 1+1, которую посадили в Верховную Раду, народный депутат. И зрителей было мало. Там даже 1000 зрителей не было онлайн на пике. И вот они там ялозят, там Рахманин рассказывает сказки, которые он уже 20 лет в политике рассказывает. Климкин, знаете, что Климкин? Знаете, что они там обсуждали? Знаете, что они там 2 часа обсуждали? Зайдите, посмотрите после моего стрима, просто перемотками. Что Америка и Европа производят не то оружие, что Америка и Европа негодяи, которые не готовятся к войне, что Америка и Европа живут не той жизнью, что украинские мигранты, диаспора и вообще неправильно мы все делаем. Они даже Флориду упомянули, тот штат, где я живу, сказали, что, понимаете, во Флориде много латиносов, выходцев из Кубы. И когда они видят человека в военной форме, у них ассоциация с Фиделем Кастро, а они его ненавидят. Типа, что Зеленский, когда в военной форме, это неправильно, и это надо не Зеленскому одеться в костюм, когда он едет в Америку или на саммит НАТО. Это нужно нам ходить здесь, по улице, и латиносам объяснять: Зеленский хороший. Не ассоциируйте его с Фиделем. То есть флоридцы не такие, а латиносы не такие для Климкина. И вот это они обсуждали, и Роман Кравец улыбался, кивал, что да. И я опять расстроился, потому что так вот это вы хотите, вот такое вы хотите и после войны этим заниматься. Таких людей
вообще не должно быть в кадре. Если «Украинская правда» хочет, чтобы Зеленский не стал президентом, а владелец «Украинской правды» точно не хочет, чтобы Зеленский стал больше президентом. У вас там в креслах, ну, кто там в Украине находится? Ну, Себастьяновича надо было пригласить. А включение надо было сделать, наверное, со мной, с Балашовым. Ну, это не потому, что это я. Можете меня не приглашать, но включите с теми, кого я вам говорю. Они позвали ту Смаглюк Василевську, вона розказує, що корупцію ми поборемо, а треба прийняти якийсь там законопроект, который публичным лицам позволит спокойно обслуживаться в банках, и тогда все будет нормально, тогда коррупция победим. Я сидел, слушал, я просто поражался. И они улыбались, и они там все себя хорошо чувствовали. Сытник рассказывал, как с коррупцией все шикарно борьба шла и сколько всего сделано. Короче, никто не виноват. И про Украину там никто не говорил. Там говорили про США и про Европу, что Европа, США не такие. Там не было сказано ни слова, что в Украине что-то идет не так. И журналиста это все, в принципе, устраивало. Поэтому забудьте про СМИ. Когда вы меня спрашиваете, что читать и что смотреть, все читать, смотреть, что вам интересно. Но только то, что вас заставляет думать. Там були, звісно, коментарі. Ой, які шикарні гості, дякую. Це просто интеллектуальный оргазм. Это просто шикарно. Какая мощная передача. Только у меня сейчас на стриме, этот стрим я не считаю успешным по показателям, 5554 человека. А у них 900 человек в базарный день. И это у СМИ, у которого почти 1 миллион подписчиков, и у которого миллионы долларов бюджеты, и спонсор Томаш Фиала, миллиардер. А у меня сделано на коленке, и какая аудитория. И там их СМИ десятки лет. А моему каналу 1,5 года. Эффективность. Чувствуете разницу в эффективности? А что бы мы с вами сделали с теми бюджетами, которыми располагает «Украинская правда»? Мы бы сделали космос. Но они садят студию Рахманина и вот этих всех, эту Смаглюк эту. Не будет так никакой Украины успешной. Будет то же болото, которое было всегда. Ваше мнение о Залужном. Я свое мнение уже высказывал, смотрите по видео. Я никем не очаровываюсь, никем не очарован. В последнее время Залужный парочкой моментов меня расстроил. Фотографией с мэром Одессы он меня расстроил. Ви в Майамі бачили Анну Седокову і говорили з нею, чому вона зрадила Україну. Мене Анна Седокова менше всього в житті цікавить. Так, смотрю ваши вопросы. Как считаете, реально ли выдвинуть на будущих выборах в парламент таких военных личностей, как Арти Грин, Слава Дубина и прочих? Ну, наверное, они с Себастьяновичем будут баллотироваться в партии. Я знаю, что Себастьянович с ними общается. Денис, а почему в Скандинавии государственные больницы и образование, но при этом коррупции практически нету? Да вы можете жить... Бенджамин, а почему в Украине государственная больница и образование и коррупция есть? Я вам задаю вопрос. Вы задаете с намеком, что значит можно, чтобы государственное было и будет хорошо. Я говорю, нет, нельзя. И так как вы предлагаете, 32 года происходило, и ничего не случилось. Всегда становилось только хуже, дошли до войны. А вы все хотите что-то надеяться? Надейтесь. Если у вас 3 жизни, то надейтесь. У меня жизнь одна. Купи дрон для фронта. Ой. Вот неудачники разные попадают на стрим, они меня не знают, что я делал, сделал, делаю. Пишут, чему ты на фронте, а что ты не купил дрон на фронте. Откуда ты это знаешь? Черти. Про конфедерацію буде, коли, може, після виборів в Польщі. Сейчас актуальнее больше про Шимона Переса, раз такое в Израиле, потому что там миллион нюансов. Денис, человек по сути ленив. Вы как мантру должны повторять свою программу в каждом стриме, чтобы люди понимали суть ваших репортажей, кто новый на вашем канале, и не отсылать предыдущий репортаж. Нет, так это не работает. Если вы займетесь Ютубом, вы прекрасно это поймете. Так как вы Ютубом не занимаетесь, вы даете советы, которые вы не разбираетесь. Если я буду одно и то же говорить на стримах, то людям это будет неинтересно. И так задают часто вопросы, я отвечаю так на вопросы, много раз повторяясь. Так аудитория не удерживается.
Міністерство соціальної допомоги в Україні не треба. Закрити треба його. Денис, приветствую. Подскажите, пожалуйста, как повлияет ситуация в Израиле на происходящее в Украине, что будет с поставкой оружия и так далее. Спасибо. Эта ситуация точно хорошо на Украине не скажется, но не знаю, может это нас приблизит к мирным переговорам. Это если позитив какой-то отсюда пытаться вытянуть, то это приближение к мирным переговорам. Денис, як думаєте, дивлячись на сьогоднішню ситуацію на фронті, чи не краще було б виконати мінські домовленості, розвивати країну з 19-го року? Не подумайте, що я за Росію, просто цікаво. Я не знаю. Можливо, їх треба було якось переформатувати. Я кажу, що потрібно було домовитись на щось, щоб не допустити війну і оцю втрату території, яка зараз виникла. Саме найбільша помилка була цю війну допустити. Потому что для огромной части наших граждан жизнь уже не будет прежней. Вы только вдумайтесь, жизнь уже не будет прежней для 30, может 40% населения Украины. А еще процентов 20 или 30 населения уже за границей будут строить свое будущее. То есть Путин уже такие разрушения нам сделал похлеще, чем отожать территории. Это все похлеще, чем отжать территории. Про Хамас и 5000 ракет мы говорили на вчерашнем стриме. Ваш первый шаг на посту президента. Так непонятно, в военное время, не в военное. Так, смотрю дальше ваши вопросы и смотрю на план стрима. Кстати, я тут не договорил по поводу того, что Зеленский сказал, что в 2028 году Россия пойдет на какую-то другую страну. Ну, я так понимаю, намекая на Польшу или на Балтию. В 2027 году, во-первых, Китай, Си Цзиньпинь дал генералам поручение готовиться отжать Тайвань в 2027 году. А если начнется эта заваруха, то это очень многое в мире поменяется. А Зеленский уже про 28 год говорит. Ну, то есть такие какие-то вещи. И, кстати, не могу об этом не вспомнить. Начали украинские паблики и даже мои подписчики распространять дезу, что Трамп сказал, что надо отдать Путину русскоязычные территории. Включаю я последнее интервью Трампа. Оно вот недавно, кажется, CBS канал. Женщине-журналистке давал интервью. Нахожу момент, где Трамп говорит, что нужно было до этой войны пожертвовать Крымом для хорошей сделки. Ну, то есть, может, НАТО, может, какие-то другие гарантии безопасности. Он говорит, тогда бы Украина не потеряла то, что мы потеряли сейчас. Вот дословно то, что сказал Трамп. Все перевернули, Трамп враг. И он 3 раза во время этого интервью повторил, что я Путину сказал, когда я был президентом, забудь про Украину. Понимаете? Но нам рассказывают, что Трамп хороший. А вы знаете, что то, что происходит в Израиле, там вина Байдена тоже есть? Потому что то, что делает Хамас, это, конечно же, за этим стоит Иран, естественно. А Иран — это партнер России. Да я видел, что сказал Данилов. Он меня вообще не интересует, Данилов. Денис, чому ти думаєш, що все УПЦ — це ФСБ? Я все чи все я не перевіряв. Я знаю просто, як це працює. Меня не задавайте мне вопросы про шария. Не интересен, не интересует. Меня не может интересовать человек, который поливал Украину и подыгрывал России там, 10 лет. И оттуда брал деньги. Ну, это мне так подсказали, или я где-то прочитал, или приснилось, это не точно. Так, Денис, ваша думка, Захід дотисне Зеленського на вибори під час війни, і чи піде на другий термін, чи Україні вже як Росія стає? Дякую. Сейчас я вам отвечу. Сначала попрошу, друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал здесь и на Телеграм подпишитесь, кто еще не подписан. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Зеленский отрицает выборы.
Но то, что мне рассказали, кулуарно идут вещи, максимальная подготовка. И я могу даже так вам сказать. И я в каком-то из видео это озвучивал. Возможно, Зеленский специально разыгрывает эту комбинацию, чтобы в итоге выборы провести, и изначально он их собирался проводить. Не исключаю такой вариант. Кстати, то, что «Украинская правда» запустила это шоу, это тоже, скорее всего, под выборы сделано. Нет смысла такое шоу запускать за 1,5 года до выборов. За 9 месяцев до выборов есть такой смысл делать. Прогреть аудиторию, а потом вовремя Притулу туда поставить. Я знаю, что «Украинская правда» будет Притулу поддерживать на выборы. Денис, бачили, як Арестович сказав Гордону про перемовини з РФ за відмову від Криму та Донбасу. Але це Гордону в той момент треба було бачити. Я видел это. Вообще Арестович, у меня масса подписчиков, человек 80 мне написало во все соцсети, сбросили мне видео с Арестовичем про Крым, про Донбасс, про мирные переговоры, про Бахмут. Я это первый озвучил, Арестович повторил. Я озвучил, Арестович повторил. То есть я озвучил, на меня все стрелы полетели, Арестович сказал, какой умный герой. А завтра скажет Зеленский, боже, какой классный президент. Именно так у людей в мозгах все и работает. Да, я все это бачу. Про Скандинавию был обычный вопрос, я просто не понимаю, как они коррупцию уникают. Можете немного объяснить. Там другая культура. Мы сейчас с вами говорим о том, что починить то, что починить невозможно, невозможно. А вы мне говорите про систему, которая была выстроена много лет назад и работает. Это другая культура, это другое все. Мы же говорим про самую коррумпированную страну в мире, про Украину. А вы мне говорите про благополучную Швецию или Норвегию. Они изначально не были коррупционными, как Украина. А это многое решает и многое меняет. А я даю те рецепты, которые страны, которые были примерно как Украина, после реформ стали великими, типа Сингапура. Что будет, если Притула станет президентом? Он не станет президентом, не знаю, что будет. Я думаю точно, что даже при личной антипатии вряд ли Притула будет преследовать меня, например. Ну, вряд ли, даже за критику. Вот в этом я, например, сомневаюсь. Живу в Мадриде, была в Грузии неделю. Стройки безумные, Marriott, Hilton, Residence и т.д. Все там открыла ИП за день, 1% налог, есть свободные экономические зоны. Кристина, я все это знаю, только по-прежнему грузины работают за $100 в месяц. Экономики в Грузии нет. Поэтому они до реформы не доделали в плане экономики. Но то, что вы писали, конечно, несравнимо с Украиной. Я все это знаю. Ну, конечно, будет Арестович выдвигаться в президенты. Мне сказал этот человек, с которым я разговаривал, что его спонсор Левочкин. Что Арестовича спонсирует Левочкин. Другие люди мне говорили, что Ахметов. Но оба эти человека полностью рассказали мне ту картину, которую я вам описал. Что никто там сейчас сердцем и душой Украиной не занят, и никто там не рассчитывает, никому, они все смеются, какие реформы. Войну надо закончить, там, может быть, чтобы жить более спокойно, и правоохранители так не жестили под заказ. А то они сейчас же бурную деятельность развели с понтом борьбы с коррупцией, там, со всем остальным. Вот даже Джокер сегодня берет и выбрасывает это видео про этого Тернопольское ТЦК, личные данные на него опубликовали, там, кто это такой. То есть как бы офис президента недоволен этими действиями ТЦК. Но они возмущаются чему? Это же страна, которую вы построили. Вообще я хочу вам объяснить просто, чтобы вы понимали, потому что даже люди, с которыми я вне соцсетей общаюсь, да, в обычной, в частной жизни, они не понимают. Очень многие оправдывают Зеленского, ну он один, ну он устал, ну он хороший, ну просто он все не успевает. Да не может Зеленский и Елисевич, или Хавьер Милей, или Трамп все успевать. И ни один человек в мире все успевать не может. Президент обязан организовать работу так, чтобы такие вещи не происходили. Понимаете эту разницу? На каждом блокпосту президент стоять не будет, в каждом ТЦК президент контролировать не будет. Он же не будет между кроватей ходить, так, тебя не побили, парень, а тебя по закону призвали. Ну так же не будет. Организовать работу нужно так. Для этого нужно строить систему правильную.
и правильных людей привлечь. Вот, например, Трамп в этом интервью, знаете, что сказал? Он говорит, я буду свою команду набирать людей независимо от партии, по профессиональному признаку. И он готов сотрудничать с демократами, те, которые толковые, те, которые его философию принимают. Понимаете, я об этом толдычу 1,5 года на своем канале, когда мне рассказывают про команду. Команда подбирается под задачи. Под задачи. Не может Гетманцев априори строить либеральную экономику. Потому что это решало, аферист, негодяй, русский агент и коммунист. Он не может выполнять либертарианские идеи. Просто априори. Так какая команда может быть? И что такое команда? Сесть, выстроиться и что сфотографировали? Нет, берется власть под философию, под идею, и под задачи берется команда. И это, собственно говоря, Трамп и дал понять. Да, Байден это дно. Худший момент в истории Америки сейчас. И я хочу еще, кстати, сказать про эти территории. Мне все время, это же та тема, на которой меня все время цепляют, территории. А вы вообще задумывались, как границы 91 года вообще нам достались? Они нам достались, собственно говоря, не так, как достались, например, Америке и ее границы. В Америке была гражданская война, в Америке много крови было пролито, и в других странах тоже. Всю историю. Нам упало на голову. К сожалению, люди выбрали не Черновола, а Кравчука, не профессионала, который дальше продолжал, собственно, разрушение Украины. С успехом все получилось. Поэтому зацикливаться на границе 91 года, может, эти границы после этой войны будут другими, но страна станет богаче в 10 раз. Поверьте, это реально. Я просто так бы вам не говорил. Да, мы не сможем сделать 5 триллионов ВВП, но мы сможем сделать больше триллиона 100%. 100%. И у нас уже должен быть такой ВВП. Ну почему у Голландии, у Нидерландов получилось это? А они меньше нас. Вы знаете, что в том же Израиле в 2,5 раза больше ВВП, чем в Украине? ВВП Израиля 500 миллиардов долларов. ВВП Украины до войны 200. Вдумайтесь, люди. В 2,5 раза у государства, которое меньше Киевской области, больше экономика. Так это я плохой или Зеленский плохой и все президенты? Почему меня кто-то там в чем-то обвиняет? В том, что я хочу, чтобы у нас было ВВП выше, чем у Израиля? А вы представьте, если б в той студии «Украинской правды» я сидел, Климкин, и я сказал бы, что ВВП должен быть триллион, и все приватизировать, такую-то налоговую систему ввести, прецедентное право, отменить срочную службу, только профессиональная армия, и пошло и поехало. Они бы там сидели, волосы бы на голове рвали, что кого вы сюда позвали, уберите, это популист, это смешно. А вот мы, и вот эти мы разрушили Украину и привели к войне. Это же не только Зеленский пришел и все к этому, он просто вишенку на торте положил. Война вам, украинцы, война, вишенька, война вам. Потому что уже отмороженные напрочь пришли. С теми-то хоть как-то можно было разговаривать. Просто разговаривать. Им в голову бы не пришло устранять политических оппонентов вот так вот в тупую. Этот похоронил все. И у некоторых людей, кстати говоря, не просто так. Знаете, есть какие опасения? Вот я агитирую за выборы, да, но ведь есть какое опасение, что Зеленский оставит телемарафон и просто никого не пустит. Он допустит к выборам всех, кто хочет, но не даст никому выиграть, потому что не будет возможности даже себя показать. Да, это реальный риск. То есть все будут, каждого утюга будет Зеленский великий, Зеленский лучший. Я вчера сказал на стриме, там Кадыров предложил не проводить выборы в России в связи с войной или проводить выборы и один кандидат Путин, чтобы был. Зеленскому это можно взять на вооружение, эту идею Кадырова. Или не проводить выборы, как он предлагает, или один кандидат Владимир Зеленский. Вот к чему мы в итоге пришли. Независимо ни от чего. Зеленского путь может быть более-менее нормальным для него лично, только если он не пойдет баллотироваться на второй срок. Если он сделает выборы сейчас, позже, как-то... Зеленский — это уже падающий тренд, это уже сбитый летчик априори. С каждым днем все меньше сторонников Зеленского в Украине. Его сторонники не растут. Растут его,
ну не враги, но те, кому он не нравится люди, недовольные Зеленским люди, количество каждый день в стране растет. Вы должны это понимать. Не ведитесь на эти разговоры, на эти фейковые опросы. Никакой поддержки 70% у Зеленского нет и близко. Сейчас даже про 50% речь не стоит. Делайте выводы. Денис, ты можешь примерно сказать, сколько нужно зарабатывать в США на нормальный уровень жизни? Семья, 2 взрослых, 1 ребенок. Это все очень сильно зависит от штата, но в любом случае не меньше $7000 на семью. Так. Уже ругаются между собой люди в чате сейчас. Швеция когда-то была очень либеральной страной, все было частное, само собой, конечно, сыграла роль, да. Я не помню, то ли до 970-го, то ли до 980-го года был налог 10%. И именно к этому моменту Швеция и стала успешной. Просто все виходить так, що ми втратили і ще втратимо багато людей заради того, щоб хоча б вийти на кордони 24.02. І то не факт. Повернемося знову до того, що пропонував Путін 2014 року. Да, ми на ті кордони навіть не вийдемо. То, що ви написали, це такий супероптимістичний сценарій вийти на 24.02. 24.02 мінус Маріуполь – це навіть фантастика, я вже вважаю. Ми вже можемо констатувати, що контрнаступ не вдався. А ви кажете, ну, да, таке може бути. И власть этого и боится. Понимаете, они не знали, что делать в начале войны. Я достоверно знаю, как у высших чинов пятки сверкали, они убегали из Украины, из Киева. Депутаты не знали, никто не знал, что делать на самом деле 24 числа. Ну, кроме Залужного. Залужного, может, некоторых СБУшников, гуровцев. Денис, скажіть, ви за Трампа, наприклад, якби він все-таки став президентом, закрили поставки зброї для України, як би все тоді було б? Зеленський пішов би домовлятись, розуміючи, що зброї немає. Зеленський точно піде домовлятись при Трампі, я вам так скажу. Нет, про жену Зеленского это фейк. И мне сотнями начали слать, что ты не публикуешь, что жена Зеленского потратила $1 миллион в Нью-Йорке. Я написал отдельный пост, что я грязь, просто даже если мне не нравится Зеленский, я просто так фейк и грязь лить не буду, тем более на семью. А людям советую, вот одна женщина с Израиля мне раз написала какой-то фейк, это видно по переписке, а вчера мне пишет, у нас в Израиле пишут, что у Хамаса оружие натовское, которое дали Украине, а Украина продала. Это явно русский вброс. Я говорю, я тогда и написал, меняйте источники информации. Она мне опять фейк. Я пишу, я же вам советовал, меняйте источники информации. И нет, вы мне не рассказывайте, это написал израильский журналист. И что? Израильскому журналисту нельзя дать деньги? Или нету израильских журналистов, которые как-то в коннекте с Россией? И вообще, был ли это израильский журналист, или он просто перепечатал какой-то фейк? Денис, за кого голосувати, якщо будуть вибори, тільки серйозно, будь ласка. Що значить серйозно? Я ж вам сказав, за мене. Будут выборы, поговорим об этом. Думаете, что Украина после войны превратится в ультранационалистическую страну? Такой путь, наверное, возможен, но тогда это все. Я против такого пути. Даже Черновол открытым текстом говорил, что хватит позволять между нами вбивать клин. Он говорил, надо строить армию, чтобы на нас не напали. И он говорил, что и в Донецке украинцы, и во Львове украинцы, и русскоязычные это украинцы. И нам надо вместе всем быть. Вот это понимал человек, как это работает. А эти пришли и на этом сделали себе политику. И сам Зеленский в свой сериал это вставлял. Как людьми манипулируют на почве языка. А многие ж вот такие вот подхватывают. Я даже таких шизичек видел, которые в Фейсбуке выкладывают фотки израильской армии вдоль дороги и пишет:
А эти мужики, сыкуны, боятся ТЦК. Смотрите, в Израиле по улицам на войну собирают. Такая больная, вообще не понимает, о чем она говорит, что в Израиле на улице на войну забирают на военных джипах. Я думал, она шутит. Думаю, это троллинг такой. А я смотрю, она всерьез. Я в ленту, она всерьез. И она, меня уже тошнит, что мужики по кафе, по ресторанам. Это просто крыша едет у людей. Так. Кстати, тоже еще один такой маркер. Вы же знаете, да, что в Польше та ракета, которая туда попала, оказалась украинской. Я помню тот день, когда это произошло. Вся пресса — это российская ракета. Все, это точно российская ракета. И люди начали гнать на Польшу. А что вы, Польша, боитесь? А вам уже Россия ракетой. А уже Польша официально заявила, что была украинская ракета. По Константиновке нет точного ни у кого ответа. Но тоже вся пресса была российская ракета. Да на войне случается всякое. И мы это с вами понимаем. Трагедии в том числе случаются, и ошибки случаются. Но вот эта манера сразу все спихнуть на оппонента — это ж тоже часть путинизма. Ну почему не признать, что мы где-то ошиблись и вырастить себя в глазах общества, что нам наконец-то не врут? Я вам это для чего говорю? Потому что нас и по сей день обманывают. 1,5 года войны нас и по сегодняшний день обманывают. С нами никто не разговаривает, как с взрослыми, умными людьми. Нас все время держат за каких-то идиотов. И расскажу вам такую вещь, как бывший баскетболист. Значит, есть баскетболист из Финляндии, который играет в NBA. Хороший игрок, мультимиллионер. Он поехал летом пройти срочную службу в армии Финляндии. Вдумайтесь в это. Он мог откосить без проблем. Он сам вызвался. В межсезонье провести в Финляндии и пройти армейскую подготовку. Вот теперь вдумайтесь по поводу, опять-таки, закрытых границ. Нужно их закрывать или не нужно? Или нужно строить страну, чтобы люди хотели вот так вот, которым даже это не по статусу, будем говорить, пройти срочную службу, будучи, ну, чуть ли не звездой НБА. Это Финляндия, это же не космическая какая-то страна, это просто нормальная страна, которая просто для себя строит страну. И вот на такие вещи там идут граждане. Там не надо никакие ТЦК, и там в ТЦК никого не бьют. И все, кто вам... Кстати, вы знаете, что я не помню, кто, по-моему, Тернопольская облрада, и я потерял это, я хотел себе в канал выставить. Подпишитесь, кто не подписан на мой телеграм, ссылка в закрепленном комментарии. И на канал в Ютубе сейчас подпишитесь, не забудьте. Лайк, колокольчик обязательно. Поставьте лайки, друзья. Так вот, выступили там кто-то из официальных этих организаций тернопольских, что эта реакция в ТЦК была, потому что там кто-то нахамил вот этому быку, который избивал людей. Они же там вдвоем били разных людей. А я сижу и думаю, ой, как мне это напоминает типично наш вот этот менталитет лузерский. А кого это оправдывает, если даже нахамил? А какая-то есть такая ситуация, чтобы можно было избивать в ТЦК кого-то. Что для этого должно произойти по закону? Нет, такой ситуации в принципе быть не может. Чтобы ТЦКшник мог бить человека. Но официальные лица реально берут в Фейсбуке от имени официальной организации такое постят. Это, это и есть путинизм. Я, короче, для чего вам хочу это сказать? То, что в начале стрима, что посмотрите на карту Европы, мы со всеми соседями перессорились. Со всеми вот так перессорились, пока еще кроме Румынии. Но еще не вечер. Еще не вечер. Надо посмотреть, что мы всегда косим, что мы демократы и мы хотим к западному миру. И Зеленский так косит все время. Но живем исключительно так, как живут в России. При этом Россия враг. Но образ жизни выбираем России. Надо определиться. Если мы прозападные, то нужно и прозападный образ жизни вести. А если мы живем как Россия, то зачем ввязались в эту драку? Это то, в чем нас обманывают категорически. Хотят жить тупо, как в России, все чиновники. И весь госаппарат и живет так, как госаппарат России живет. Абсолютно одинаковыми законами. Но где еще так могли избить в ТЦК? В России. Ставьте лайки, друзья.
Я к тому и веду, что мы не должны жить как Россия. В этом же и вся соль. И никогда не должны были так жить. А мы берем и все копируем, все худшее оттуда. Но рассказываем, что мы прозападная страна. Нет, никакая мы не прозападная страна, если нас ТЦК так избивают людей. Цены западные, зарплаты украинские. Вы не правы. Я вам могу уверенно заявить, что все, что услуги и товары в Украине, ну, услуги особенно, это все считайте, что бесплатно на фоне цен, которые в мире. Перемога у нас вже є, ми відстояли державу, а зараз треба її побудувати. Богдан Чайка, вы знаете, вы правильно написали. И я тоже так считаю. Поражение — это если бы Путин оккупировал Украину, там, до Днепра всю. Ну, вообще всю Украину, это даже в страшном сне нельзя было представить. Я тоже считаю. Выстрадали сейчас кровью независимость, и не знаю, какие будут границы после этой войны. Раз мы такие дураки, что не воспользовались независимостью и территориями, которые нам упали на голову в 91 году, раз мы этим не воспользовались, то нам виноват. И чем мы из себя строим каких-то великих? Мы не великие, к сожалению, но можем ими стать. Это самое главное. Самый главный позитив. Мы можем жить человеческой жизнью. И все те реформы, которые я вам предлагаю, вот в Аргентине скоро Хавьер Милей воплотит. И мы с вами, дай бог, чтобы его выбрали и не убили, на свои глаза это все увидим. Ясно. Тут мне пытаются рассказать, что в России прекрасно живут. Разговаривать не с кем. Так. Що мав на увазі недопрезидент, коли казав, що Україна не буде ліберальною демократичною країною, а великим Израилем? Что теперь? У Зеленского показания меняются каждую неделю. Он, когда говорит жить как Израиль, я не знаю, что он это вкладывает. Я вам честно просто не знаю. Это когда-то Черновецкий рассказывал, с Януковичем они были, то ли какое-то официальное заседание, мероприятие, и кто-то спросил Януковича, Черновецкий спросил Януковича, это было в Вашингтоне в какой-то командировке. Они в одном отеле, естественно, жили, украинская делегация, и Черновецкий спрашивает Януковича, ну вот какую страну вы видите примером для Украины? И он там что-то начал думать, Черновецкий думал, он сейчас Швейцария скажет, а он Колумбия говорит. Вот так и здесь. Что-то мне это сразу напомнило. Израиль, это, понимаете, наши многие люди возмущаются тем, что происходит в аэропорту Бен-Гуриона. Унижение, ну, это система безопасности, чтобы там муха не пролетела. Как видим, там уже не только муха пролетела, там вчера что-то произошло очень серьезное в Израиле. Ну, это что-то страшное, это недопустимо, и еще интересно, чем это все закончится. Как допустили такой прорыв Хамаса. Но сейчас не об этом. Как Зеленский собирается в такой огромной территории построить, где каждая падла, вон они за $50 на водку делают. Вы думаете, как случается то, что в этой грозе случилась трагедия? Везде. Я вам рассказывал уже, как работает ФСБ. Находят базу должников, наркоманов, алкоголиков, неблагополучных людей, звонят им, сначала пишут смс-ку, а потом звонят и говорят, мы тебе дадим $100, иди пофотографируй то-то, то-то и то-то. 50 до то-то, то-то. Сделаешь, завтра еще 200 дадим, будет задание. И вот такие вот идут и конченые, сдают свою страну и своих сограждан, односельчан в том числе. Это в такой стране Зеленский собрался строить систему безопасности, как в Израиле. Это невозможно сделать. Потому что громадная территория, громадная граница. Вся Беларусь и Россия. Вы представляете, какая это вообще линия, какая соприкосновение? Поэтому нужна зона разграничения и миллион разных нюансов. Он говорит о том, что он сам не понимает. А как он может это понимать? Он некомпетентный человек. Що думаєте про просто Жириновського? Я спокійно к этому отношусь. Жить как Израиль — это жить постоянно в состоянии войны, он это имел в виду. Хорошо, допустим. Как это коррелируется тогда с тем, что нужно идти забирать границы 91 года? Жить как? То есть 91 год все-таки не панацея к безопасному будущему Украины? Нам, кстати, до сих пор, вы заметьте, я уже это повторяю 5-й раз, наверное, на стримах, нам до сих пор никто не объяснил, почему вдруг граница 91 года является гарантией безопасности будущего нападения России.
Нам никто об этом не... Нам просто заявили, вот это вот. А Америка, например, не заявила четких параметров победы. Нам заявили, что это граница 91 года Зеленский. Без обоснований никаких. Там правильно люди мне в телеграм-канале написали, это же там сегодня человек в комментариях у меня разместил видео с Черноволом, и говорят, вот так лидер нации общается с нацией. Я полностью согласен. Вот так, как Черновол выходил к людям в микрофон, на улице, ну сейчас такое в целях безопасности, допустим, не сделаешь, но можно же так вот в стрим на видео выйти по телемарафону Зеленскому и с нацией пообщаться, и поговорить, и рассказать свои мысли. Знаете, почему он это не делает? Я вам сейчас скажу. Потому что все общение с нацией заканчивается суфлером и сценаристом 95-го квартала, который пишет эти тупые тексты, вообще абсолютно бездарные, которые ничего не несут для граждан, для страны. А когда нужно вот так сесть, и вопросы, и надо что-то сказать умное, концептуальное, будущее показать, как ты его видишь, нечего ему сказать нам. Потому этого и не происходит. И не было никогда ему что сказать. Если вы помните, на предвыборной кампании, когда он шел в президенты, он дал всего лишь 2-3 интервью. Одно было «Украинской правде», по-моему, даже вот этому Роману Кравцу, который сейчас это шоу ведет. Я тогда, у меня кровь с ушей шла, оно было короткое, минут 40. Он увиливал от всех вопросов, вот так вот улыбался, все на юмор, шуточки, прибауточки. Не ответил ни на один вопрос, я не шучу. Сразу увод. Вы можете найти его, оно есть. Сразу в сторону уходил. Гордон, ну, потому что это теплая ванна, естественно, там, как ваш папа, как ваша мама, а как вы квартал, а как КВН, это все для него не проблема. Но даже там он сказал, что я вижу Украину как Швейцарией, нейтральной страной, которая будет финансовые услуги, инвестиции привлекать. Это что-то умное было. И второе умное было, что человеческая жизнь не стоит никаких территорий. Он это очень ответственно заявлял. И давал интервью на русском языке, являясь украинцем. Вот это, в принципе, все, что и подкупило людей. Я это к чему рассказал? К тому, что чем мы сейчас удивляемся. И больше интервью тогда он никаких не дал. А мне потом сказали, его штаб предвыборный запретил давать, потому что они знают, что ему нечего сказать, что он ляпнет какую-то глупость и похоронит свои рейтинги. Друзья, кто хочет стать спонсором канала, ссылка сверху в закрепленном комментарии. Там же ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь в Ютубе, в Телеграме и лайк обязательно поставьте. Давайте еще чуть блок вопросов, дальше идем по плану стрима. Сейчас я гляну, что там у нас осталось. Так, поехали. Вы думаете, Зеленский пойдет на переговоры? Я убежден, что Зеленский не идет на переговоры только по причине того, что он хочет идти на второй срок. А тут и есть момент, надо выбрать или быть великим, или быть политиканом. Потому что вы же понимаете, что там, я уже это говорил, в кустах сидит Порошенко и Тимошенко, которые караулят сразу выйти в эфир и кричат, что Зеленский сдает Украину. Это же тоже вот такая политика в Украине. Государственные интересы никого и люди никого не интересуют. Им политику подавай. Я уже которую неделю обращаю ваше внимание. Вы видите, как Порошенко затихарился, вообще не всплывает? Денис, как за вас голосовать, если это по закону невозможно? Надо 10 лет до выборов жить в стране. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я же выехал в силу определенных обстоятельств. Денис, как вы думаете, какой реальный рейтинг сейчас у действующей власти? Давайте, действующая власть, я не знаю, о чем вы. У партии «Слуги народа», думаю, рейтинг 2-3% у партии. У Зеленского, думаю, реальный рейтинг процентов 25-30. Это реальный рейтинг. При этом думаю, что у Порошенко не меньше 20. 100%. Я думаю, что самая большая часть населения, я думаю, что 50% на самом деле не симпатизируют никому из ныне известных кандидатов. Вот это мое мнение, которое основывается на моем личном анализе и с теми, с кем я общаюсь. Я думаю, половина людей завтра готовы проголосовать за кандидата, который даст им настоящую надежду на будущее и четкие планы с конкретикой, с цифрами. Вот как я считаю. Что думаете про российские власти Словакии? Я пока не услышал от премьера Словакии ни одной пророссийской цитаты.
Я хочу, Алина, вам подсказать один момент. Меня это коснулось, поэтому я это могу вам сказать, как никто другой. Смотрите, пророссийский — это значит быть за Россию, за русский мир, за Путина. А у нас люди и пресса специально, и власть вкладывает. У нас пророссийские для них — это те, кто не прозеленские. Но так нельзя. Есть проукраинский и пророссийский. Я проукраинский, но не прозеленский. Это большая разница. А вам хочет навязать телемарафон и вся пресса, что не прозеленский уже значит пророссийский. Нам рассказывают, что Орбан пророссийский. А я, допустим, в Орбане не вижу ничего пророссийского. Я вижу в Орбане провенгерское. У нас ведь это говорят люди, которые даже не знакомы с биографией Орбана и не смотрели ни одно его интервью. Э, Так тоже нельзя. Я этого чудака со Словакии сейчас изучаю. Порох и то провів честные выборы и гидно передав владу. Кстати, вы знаете, я тогда сам немножко прозрел. Я все ждал от него до последнего какой-то финт, а он реально спокойно передал власть. Это да. Я думал, там сейчас админресурс такой пойдет в ход. Ребята, живите дружно. Это вы кому пишете? Я этот комментарий, ну, это считаю тупым комментарием, без обид. Будь ласка, постав Арестовича на місто в дуеті. Та я готовий з Арестовичем будь-який час вийти в ефір. Денис, представляем ситуацию. Очертания фронта почти не изменилось, идет велотекущая война. Тебя избирают президентом, какие шаги ты бы предпринял в свои первые 100 дней? Все те, которые у меня описаны в программе реформ, видео, вы знаете, на канале есть. Заходите, смотрите. Вот все, что там, все надо сразу делать в первые 100 дней, запускать процессы. Все процессы должны идти параллельно. Денис, что скажете про Борислава Березу? Ничего, пустое место. Пустое место, которое за деньги продается и никогда ничего полезного не сделало. И даже такой человек умудрился в городе Киеве выйти во второй тур выборов мэра. Это просто немыслимо. Немыслимо просто. Денис, можно в 3 предложениях, почему Трамп нам выгоднее? Я уже рассказывал. Я не сужу категориями выгодней. Я сужу категориями здравого смысла. Понимаете? Это большая разница. Поэтому Трамп нужен нам для того, чтобы закончить войну в Украине и для того, чтобы победить леваков во всем мире. Вот для чего нужен Трамп. И когда вы хотите какого-то где-то президента, чтобы он давал оружие, то я хочу того, кто приблизит нас к миру. Это тоже большая разница. Вы покупаете когда таблетку, когда у вас болит голова, вы покупаете снятие головной боли, а не вот эту вот таблетку. Поэтому думайте, что вам нужно. Вам нужен мир, значит, надо подумать, какой вам где нужен президент. Ну, пошло сначала про одного вопроса, теперь про Тараса Березовца. А у Тараса Березовца есть прайс, и он вам по этому прайсу любую услугу, любой пост напишет. Вот что такое Тарас Березовец. PR-ас. Чи можливе завершення війни без згоди Зеленського по факту, як в Кореї? Корейский вариант в теории возможен. Я вам больше того скажу, очень вероятен, если говорить честно и прямо. С армией израильтян смеются, что в Украине, что в РФ. Они, кроме как бомбить города под ноль, ничего не показали. Да на здоровье, на здоровье. Я знаю, что мы самые лучшие. Чиновников послушаешь — самое лучшее. Прошлую раз послушаешь — самое лучшее. Позапрошлое — самое лучшее. У Гордона на канале увидел в разделе стримы, какой-то было, кажется, как это, форум безопасности в Украине. И там солидные были спикеры, и Яценюк там каким-то боком. Так это все смешно. Ну как смешно? Это, конечно, скорее плакать надо от этого. У нас все правильно делали, и все были лучшими, но только война, нищета, и ничего нет в итоге. Но самое смешное, я помню, даже умные люди мне говорили: ну ты видел, там уже в Лондоне, в Женеве, в Давосе уже посчитали, 700 миллиардов надо на восстановление Украины. Я говорю: так война только началась. Откуда вы знаете итоговую сумму? И как это считали? Можно методологию можно спросить? Да нет, ты не понимаешь, дадут Украина, да все.
Вчера уже читали, сегодня где-то из официального источника. Для срочного и быстрого восстановления Украины надо 15 миллиардов долларов. Нехилая разница, 700 и 15, думаю. Это уже что-то похоже на правду. Яценюк у Градона каждый четверг. Ну так это ж определенный пул людей, конечно. В секторе Газа сейчас ад, пишут люди. Ну а как они хотели? Если Арестович станет президентом, не станет, обсуждать мы это с вами точно не будем, не станет. Левачье — это ФЭМ, ЛГБТ и эко-повестки. Левачье — это все коммунисты, социалисты. И те, кого вы назвали тоже. Только ЛГБТ, я не хочу огульно оскорблять ЛГБТ. Денис, тебя Путин купил. Просто об этом никто не знает. Вот так вот. Почему украинцы так злорадствуют Израилю? Что Израиль сделал Украине? Я не знаю. Если просто вы поднимете последние там 10 голосований антиизраильских, везде Украина голосовала за. Вот так портятся отношения. А потом мы от них что-то требуем. Когда надо так, если эта страна партнер, нужно помогать партнеру. Понимаете? Если вы в бизнесе, у вас есть бизнес-партнер, то вы должны идти в унисон, а не вставлять ему палки в колеса, а завтра что-то от него требовать. Или просто другу по жизни. Друзья для того и нужны, чтобы помогать в тяжелый момент. Я по нам этого еще не видел. Будучи евреем, Зеленский построил отношения с Турцией гораздо ближе, чем с Израилем. Я не говорю, что Турция это плохо. С Турцией надо дружить. Но как мы в итоге оказались в таких отношениях с Израилем, непонятно. Я же со всеми с Израилем поругался, с Венгрией поругался, Словакия уже враг, с Польшей умудрился поругаться, Россия, Беларусь агрессор. Еще раз прошу вас, не забудьте, после стрима вбивайте в Google «Карта Европы», находите Украину, смотрите на соседние страны и вспоминайте все то, что я вам сказал. И подумайте, может такое быть с хорошим президентом или не может. Митинги під КМДА щось дадут? Ні. Я хочу сказать другое по поводу этих митингов. Я хочу сейчас поинтересоваться, чем закончилась судьба парня, которому Кличко повестку вручил по беспределу. Тут в таких ситуациях важно, знаете, кем не быть? Попом-гапоном. Вывести людей, потом эти люди пострадают, и судьбу им сломать, и цели не достигнуть. Я убежден, что все вещи, вообще все изменения в Украине только сверху вниз возможны. Почему не общаешься на украинском языке? Это у нас серия тупых вопросов пошла. Я могу общаться на украинском языке? Когда ко мне обращаются, я отвечаю на украинском языке. И легко могу на нем общаться. Но думаю на русском. Денис, вы читали вимоги до кандидата в президенти? Вік і т.д. Ви можете було? Да, с 35 лет можно. Мне как раз 35. Денис, так почему в Украине... Я говорю точно, серия тупых вопросов. Почему в Украине до сих пор военное положение, а не война? Саша, а вы знаете с юридической точки зрения, что такое война? Вы лично этому будете рады, что вы, может, если вы на фронте, нет вопросов. Но если вы не на фронте и задаете такой вопрос, то вы попали под влияние каких-то тупорылых каналов и спикеров. Выходите оттуда срочно. В украинских телеканалах вчера было что-то ужасное, какие-то поцы писали, почему все новости про Израиль, они нам не дали ПВО. Да, я это видел, стыдно, стыдно. И самое интересное, что половина таких комментариев было у миллионников, так любимых в народе. Вот и задумайте, люди, это все вам знаки, чтобы вы четко понимали, кто чего стоит, кто с кем, в каких отношениях, сейчас и с кем будет. И на чьей стороне на самом деле мы и все, что происходит. Потому что когда Лачен кумир молодежи, а он постит какую-то чушь, у Лачена есть два типа вообще новостей. Первое это то, что ему спецслужбы говорят писать, и второе то, что в его больной голове рождается. Сейчас разряжается ноутбук.
Жду того, чтобы поднять фертильность, надо платить людям деньги за рождение детей, какими методами увеличивать население. Пока идет война, вы никак не увеличите. Кстати, вы другое затронули, про сектор газа. Вы знаете, что в секторе газа, вообще как возникает такая ситуация? И меня пугает, я тоже вам сейчас, хорошо, что вы мне этот вопрос задали, расскажу. В Берлине, в Канаде, в Америке даже здесь, митинги палестинцев, ай, какая радость случилась, с флагами бегают. Такая модель есть известная, Белла Хадид. Огромная аудитория в Инстаграм. Палестина, Палестина. А что ж вы, твари, не в Палестине сейчас? Что ж вы, твари, не живете в антисанитарии, без экономики? Что ж вы поприезжали по капиталистическим странам, добились успеха или хотя бы выживаете среди людей нормальных? Как легко отсюда поддерживать Палестину? Что ты там не живешь? Среди террористов. Вот это вам почему, если вы не разбираетесь, вы не можете поддерживать Палестину. Потому что нужно всегда быть на стороне цивилизации и человечности. В секторе Газа было население 500 тысяч человек. За, по-моему, 40 или 50 лет 2 миллиона уже населения. Рождаемость колоссальная. Почему радикальное настроение? Половина населения чуть ли не несовершеннолетняя, много молодежи. Дотации сектору газа Америка дает, даже, по-моему, Европа, Израиль, пособия. То есть у них нет никаких целей в жизни. Жилье есть? Есть. Климат хороший, зимы нету, топить не надо. Покушать есть что, сельское хозяйство там есть. Много времени, дурь в голову лезет. А что бы на Израиль не пойти? Плюс ко всему, таким группировкам, как Хамас и Хезболла, вербовать просто сказка. Промыть мозг религии, что им с детства такое делают, и пошел убивать людей ни за что, ни про что. Детей, насиловать женщин. Вы представляете, на 1,5 миллиона поднять население в короткий срок? На вот такой вот крошечной территории. Что делается? Это важно. Белла Хадид. Папа, эмигрант с Палестины, строит отель и недвижимость в Калифорнии. Чистый капиталист в капиталистическом мире. Она в Америке супермодель. Как легко любить Палестину. Кем бы ты была в Палестине? Я хотел бы... Была бы изнасилована какими-то членами Хамаса, скорее всего. А они митинги устраивают. Вот это, задумайтесь тоже. Вот что такое шиза. Когда в голове пусто, и как это все работает. Идеи для повышения рождаемости: сначала нужно закончить войну, а дальше строить экономику, и никакие дотации не нужны, если работает экономика. В экономике, и когда люди счастливы, дети будут рождаться и так. Что можно сказать про Сергея Стерненко? Он меня не интересует. И не знаю, почему он интересует вас. Он проводит стримы. Послушайте его один стрим. Вот вы сейчас же на моем присутствуете. И сравните для себя, что в вашей голове поселится после его стрима и после моего. После его и после моего. А вы хотите, чтобы в Украине был закон об отзыве голосов? Я за обеими руками. Да, я хочу вообще людям сказать, вы поймите, что в будущем партии, Верховная Рада этого всего не будет. Это все никакой перспективы не имеет. В будущем все равно все жители будут с помощью приложения в телефоне голосовать за те или иные решения. Поэтому партии это все чистая политика и закорыто драки. И то, что вы сейчас спрашиваете за голосов, обязательно, конечно. Нет, в Израиле кордони не закриті. Будет стрим в записи. Все мои стримы не удаляются, все мои стримы от А до Я сохраняются. В любой момент можете зайти посмотреть. Плейлист стримы или раздел трансляции на моем канале. Все, кто не подписан, сейчас обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, колокольчик, в закрепленном комментарии в Telegram подпишитесь. Кто хочет, становитесь спонсором канала. Это все важно для дела. Dia City это все фикция. Фикция. Это то, когда чиновник такой, как Гетманцев, берет шикарную идею и потом рассказывает, что, видите, все провалилось. Будем дальше 50% налог делать. Бизнес-стримы будут в Елисевич-клубе.
Я дам анонс, не волнуйтесь. Эрдоган заявил, что поддержит создание Палестины со столицей в Иерусалиме. Ну, а что еще можно было от него другого ждать? Вот такие друзья у Зеленского. А он же с ними в дружеских отношениях, личных. Порошенко знал, что будет война, поэтому спокойно передал власть. Да, глупости все это. Никто не знал, что будет война. Просто Порошенко, мы его не любим по многим причинам, но он точно не дурак и умеет мыслить далеко наперед. Если вы помните, он умеет, во-первых, брать реванши. Он был в команде Ющенко, тогда вот эти были ссоры с Тимошенко. Можно было уже завязывать с политикой. Он пролез в президенты. И если вы помните, во времена Майдана, в начале Майдана у Порошенко был рейтинг 4-5% президентский, потом резко стал 55%, благодаря технологиям и происходящему. Поэтому зря так думаете. Он спокойно передал власть, чтобы не ссориться с Америкой, с Европой, показать, какой он цивилизованный демократичный президент. Это была стратегия чистая. Потом, понимая, что Зеленский, он же даже не подозревал, что может такое произойти. Он думал, что Зеленский просто провалится, и он на коне возьмет реванш. Как когда-то вот Ющенко, мы все сражались, ну как, я тогда условно, я еще был слишком молодой для этого. Третий тур, потому что Янукович все фальсифицировал, выбрали Ющенко. Казалось бы, ну все, зэк, сфальсификатор, высмеивали. А он взял и президентом стал Янукович. И сколько горя произошло с этого. Поэтому вы зря так думаете. Порошенко рассчитывал просто после Зеленского еще раз на срок зайти. Без проблем. И видим, сейчас так бы оно и было. Денис, как вы считаете, возможно ли в Украине прямая демократия, как в Швейцарии? В далеком будущем возможно. Сейчас есть такие моменты, которые у людей спрашивать не надо. К этому нужно чуть еще подрасти, поживя в правильной системе, чтобы люди чуть-чуть разбогатели. Я уже на этот вопрос много раз отвечал, отвечу еще раз. За пару лет до войны 55% населения были против вступления в НАТО. Сейчас уже 98, наверное, за вступление в НАТО. Вот что такое прямая демократия. А теперь представьте, что на тот момент в Украине была прямая демократия. Я знаю, о чем вы говорите, Татьяна. Это когда кустик посадить надо в Швейцарии, они референдум проводят. Ну, я утрирую, но это. Представьте, что тогда был бы референдум, и мы не вступили бы в НАТО не потому, что нам кто-то не даст или президент дурак, а люди не захотели. И вот вам война. И что, надо было слушать большинство таких людей? Нет, не надо было. Поэтому ответ на ваш вопрос сразу нет. К чему можно людей допустить и нужно допустить? Траты местных бюджетов. У меня это в программе есть. Приложение, люди, надо это строить, не надо, или деньгами выдать людям. Кнопочка да, нет, да, нет. Люди, это все-таки бабки людей, и люди должны этим распоряжаться. Юлия Дубинина, спасибо. Привет с Польши, Польша тоже привет. Денис, как думаете, есть смысл отправить полицейских на фронт, если там не хватает людей? 50 раз спросил, все время игноришь. Ну, конечно, есть смысл. У нас огромное финансирование силовиков, а гражданских хватают под руки. Это неправильно. А про полицию мы поговорим на следующей неделе в отдельном видео. Про министра МВД в частности. Денис, встанет ли в позицию к Зе Арестович? Он то поливает его, то ездит в Нью-Йорк с заданием ОП. Он не ездил в Нью-Йорк с заданием ОП, он ездил в Нью-Йорк как член делегации. Напишите мне, кто знает, Арестович вообще в Украину вернулся или он сейчас вещает еще за границей. Это важно. Потому что разная есть информация. Арестович уже в оппозиции к Зеленскому. То, что он рассказывал у Гордона, что если Зеленский будет баллотироваться, я не пойду на выборы, чтобы его не сбивать, пойдет как миленький. Будет сбивать как миленький. Он уже его сбивает. Но я тогда это смотрел, и тогда вам это сразу сказал. Видео есть на моем канале. Просто Арестович, знаете, многие хитрость и ум путают. Арестович хитрый, а не умный. И вот тогда у Гордона было явно это проявление, когда он это сказал, а все люди, которые чуть-чуть знакомы с ситуацией, понимали, что прекрасно Арестович пойдет и будет сбивать Зеленского. Но он, так сказать, это была хитрость, чтобы типа усыпить бдительность. Да, деньгами они выдадут из бюджета людям. Нет, они не выдадут. Та власть, которая была и есть, не выдадут. А те реформы, которые я предлагаю, выдадут, монетизируют.
Если на счету какого-то маленького населенного пункта собралось там 100 миллионов гривен, и не надо ничего строить, люди принимают решение монетизировать, значит монетизировать, выдать каждому на счет. Черновецкий, будучи мэром Киева, для киевских пенсионеров сделал отдельную пенсию. Я не помню, по-моему, 300 или 500 гривен, но это был курс 5, по-моему, да, или сколько был курс? 8 из бюджета. Было. Поднял бюджет города с миллиарда долларов до 5 миллиардов долларов. Это ж факты. А вы говорите невозможно. Даже в нынешних условиях. Так, Владислав Ивашко или Ивашко, извините, я не знаю, спонсор и дарит спонсорство нескольким пользователям. Спасибо вам большое. Люди, думаю, тоже вам благодарны. Денис, яка ваша думка про Дмитра Разумкова? Зможе побороти корупцію? Да, наголосуй. Виктор Чугун, вот это вы наголосуете, да. Кажуть, що Арестович ще за кордоном. Дякую. Думаю, что Михаил Веллер не согласится с вами, что ЛГБТ ни при чем. Я не сказал, что ЛГБТ ни при чем. Я просто призываю на ЛГБТ не вешать огульно на всех ярлыки. Веллер может говорить все, что он считает нужным. Это как мне сегодня кто-то написал в комментариях. Я вчера сидел, рассказывал, что есть Байдена вина прямая в том, что происходит в Израиле, что демократы в целом замешаны в этом всем. Заходит человек, да что ты говоришь, да что ты это? Вот Любарский выступил, обвинил Байдена. Ты слишком мало прожил в Америке, что ты, Любарский, дольше? Я что, с кем-то соревнуюсь, кто сколько прожил в Америке? И это, кстати, говоря, дебильная черта, я называю это синдромом мигранта. Дебильная черта характерна только для людей с постсовка, страшно ненавидят людей, которые недавно приехали в Америку, в Британию, даже в Канаду. Ну, украинская диаспора еще более-менее в Канаде. В Америке, ой, как эти люди, они просто, я вам рассказывал, что мне только не писали. Посуду иди мой, что ты там политикой занимаешься? Это такие 60 плюс обычно. Отмороженная наглухо. То есть коммуняки, такой совок, но 30 лет в Америке. 30 лет в Америке. 30 лет в Америке само по себе ничего не дает в жизни. Или как личности. И, ну, особенно для выходцев с наших стран. Латиносы другие. В еврейской диаспоре вообще все иначе. Только помощь, только пожалуйста, только welcome. А наши, блин, утопят тебя. Ты что, приехал от 23 триллионов ВВП свой кусок пирога отжать? Стыдно, да и все. А вы запрашивались на каналы блогеров или что такое запрашивались? Я немножко не понимаю. Це точно у Польши так само. Да, слушайте, весь ТикТок пестрит рассказами. Девушки бедные с детьми плачут от этого отношения. Нет, чужие люди. Понимаете как? Чужие страны, берем Польшу. Польша отнеслась к гражданину Украины лучше, чем государство Украина к украинцу. Везде. Люди лучше отнеслись чужие, чем свои. И даже по приезду там чужие лучше, чем свои. Ну так нельзя. Еще власть берет, дополнительно ссорит людей. Или вот такие шизички бегают по Польше и рассказывают белорусу, что ему нельзя петь на русском языке вдруг. О, Виктор Чугун. Видите, я никогда не ошибаюсь в этом смысле. Денис, бачили, Трамп казав, щоб віддати російськомовні міста в РФ. Ну, кто на стриме, тот видел, что я об этом рассказывал 20 минут назад, что это фейк, что не так было сказано. А по Виктору Чугуну, вот он Разумкова симпатизирует, вот он такой, все, люди, за кого такой Виктор Чугун проголосует? А таких Викторов Чугунов тоже немало в Украине, но нас с вами больше, знайте это. Арестович — это не проект Ермака. И у них с Ермаком сейчас натянутые очень отношения, мягко говоря. Пишут, Чаплыга не в себе в последнее время. Я открою вам тайму, Чаплыга никогда не был в себе. Жаль, что вы его смотрите. Я в Швейцарии таких токсичных комментов и цькування нигде не видела в группах украинцев. Это хорошо. Это хорошо. Может, хоть где-то есть исключение из правил. Денис, как думаете, применит ли Россия тактическое ядерное оружие в случае поражения в Украине? Что такое поражение в Украине? Объясните мне, что такое поражение в Украине?
В YouTube є пару каналів, де люди говорять, як пересікати границю UA, так понятно. Я не буду це зачитувати. Чи будете ви збирати команди, якщо будуть вибори? Розказував на этом стрімі, мотнете, посмотрите. Откуда вы берете информацию, кто в каких отношениях? Я общаюсь с многими людьми, я в теме глубоко, даже находясь не в Украине физически. Петр Кульпа, да, я Петру Кульпе, мне дали его телефон, я написал ему WhatsApp, он не ответил, я хотел с ним подкаст записать. Раміна скотилася. Звідки вона скотилася? Вона що, колись десь була, щоб кудись скотитися? Я уже как-то говорил, вот эти вот блогеры, у которых миллионная аудитория, они не понимают, какой инструмент у них в руках. И вместо того, чтобы помочь Украине по-настоящему, они занимаются только личным пиаром. Просто личным пиаром. Это же никак не мешает зарабатыванию денег. Ну, это мозги, масштаб личности. Ну, что вы от Рамины ждете? Если бы Рамина, она видела мой канал. Если бы она позвала, ну-ка, скажи на широкую аудиторию реформы, которые ты предлагаешь. Расскажи, как сейчас, как ты предлагаешь. А как это работает? А почему? А что? Люди бы увидели, сделали бы какие-то выводы. И Рамина была бы причастна к чему-то великому, к изменениям. А так, зарисовки, понты и все остальное. Пишут, нет исключений, в Норth-Каролайна то же самое. Да. К сожалению. Нет, какие-то случаи есть. Я не хочу тоже огульно всех. И когда я говорю, это я говорю как правило, везде есть исключения. Денис, может, вы знаете, когда была война Судного дня в Израиле, они закрывали границу. Я могу вам сказать, по-моему, только в Армении за всю историю закрывалась граница. Я хочу вам другое. Я нашел информацию, специально поинтересовался. Но я расскажу об этом в видео. Будет видео про министра МВД, про наказание для людей, которые нелегально выехали. Я там расскажу. Я изучил полностью весь этот исторический опыт. Где, как и что делали. Виктор Чугун — это тролль, вот оно что. В пан. Ізраїль 9 мільйонів людей, кордони відкриті, незважаючи на те, що об'явили війну, в нас 40 мільйонів кордони закрили як рабам, ця влада нас збиває. Да, и телемарафон не запустили. Работает СМИ, работает все. Где-то заплакал один Владимир Александрович Зеленский. Как надо бояться людей, чтобы закрыть им доступ к информации? Как надо бояться людей, не уважать людей, не быть уверенными в собственных людях? Те люди, которые отбили страну, которые пошли на фронт, которые снабжали тыл, все, что угодно каждый делал. Таким людям не поверил президент, унизил их телемарафоном и закрытыми границами. А что ж ты такую страну построил, с которой люди хотят уезжать? И уезжали ж до войны, надо понимать. Что, мало было заробитчан? Когда будет стрим с Панасенко? В следующем году. Каким образом можно очистить аппарат власти от сегодняшней нечисти? Закрываются министерства и закрываются все ненужные организации, приватизируются здания, где они сидели, и все. Уменьшается в 10 раз госаппарат. И все новые люди заходят туда на должности, на другие зарплаты, под другую философию с конкретными задачами. Те реформы, которые... Вот представим, что я у власти, да, или люди, подобные мне, а их мало. Пальцев одной руки будет много. Представьте, мы разрекламировали, или Хавьер Милей разрекламировал реформы, детализировал, все, обосновал. Проходит 3 месяца, дает отчет за первые 100 дней, и ничего не сделано. Еще 100 дней, ничего не сделано. Еще 100 дней, ничего не сделано. Все, уже сразу все понятно. Это так бывает с обычными кандидатами типа Зеленского. Но когда ты идешь с конкретикой, четкой, обоснованной, задолго до выборов, конкретно озвучено, куда и каким путем. А мужчины сейчас меня поймут, я приводил пример. Приходит тренер в футбольную команду, новый, он же не может сесть, вернее, так в Украине так и делают, и в постсоветских странах. Мы будем играть хорошо, мы будем побеждать, я все для этого сделаю. Ты расскажи как, какая у тебя будет тактика, какое у тебя видение игры.
Вот так и здесь. Когда ты подробно рассказал людям свой план, то тебя легко и проверить, выполняешь ты то, что ты сказал или нет. Если у тебя что-то не получается, выйди публично, расскажи, кто тебе мешает, как тебе мешает. А у нас как было, вы помните? Первый глава офиса президента Богдан, до Ермака Богдан, вышел у Савика Шустера, что там на него давит Кличко, там ему где-то что-то взятку требовали, что-то еще. А где заявление в правоохранительные органы? А где фамилии, кто что требовал? Он пришел к Савику Шустеру, это рассказывал. Это так мы страну собирались строить. Это изначально все было обречено на провал. Жаль, что многие этого не понимают. Потому я вам говорю, что Зеленского спасла война. Не было бы войны, не было бы рейтинга никакого Зеленского. А кто ему создал этот рейтинг? Благодаря Америке все. Дали оружие, дали бабки, спасибо, до сих пор дают. Мы смогли выстоять. И народ Украины, который отбил страну. Меня больше всего, я недоумеваю, когда начинают лепить Зеленского героя, как будто бы он до войны реформировал турборежим, как они назвали. Помните турборежим? Где одна реформа хотя бы с этого турборежима? Да ничего не сделано, все провалено. Фикция все была. Он ничего не делал, а тут сейчас резко он стал героем. Да с чего вдруг? Да что, мало людей в Украине остались? Да почти все остались. Выехало там 20-25%. Это, конечно, катастрофа демографическая, но если так взять, то в чем героизм Зеленского? Так это остались те люди, которые клятву... Я аж нигде клятву не давал, но я же остался в Украине в начале войны. И не выезжал бы и по сей день, если бы не то, что началось. Но я же нигде никаких клятв не давал. И государству, собственно говоря, ничего не должен, как свободный человек. А Зеленский давал клятвы и обязался. Поэтому то, что он не уехал, это то же самое, что он пришел на сколько? На 8 или на 9 утра на работу. Ровно то же самое. Мы же не благодарим. Спасибо, Владимир Александрович, вы на работу вышли. Ой, вы наш лучший. Мы же так не делаем. Только, правда, у Зеленского был бункер, охрана спецназа и все, что угодно. И неограниченные возможности. Летательные аппараты, открытое небо. Все, что хочешь. У нас же с вами не было таких возможностей. Мы сидели без информации. Даже не буду читать. Рамина берет пример с Комарова, хочет наравне с ним брать интервью людей СП, делать большие бабки, так как она вылезала за интервью Гордона, еще никто так не делал. Так, может, она уже под офисом, может, она уже под Подоляком. Подоляк тоже скупил массово блогеров. Вы что думаете? Панасенков дал добро, но поставил одно условие. В этом году это условие невыполнимо. Ну, оно выполнимо, но я не буду просто этого делать. В следующем году сделаем. Вы должны понимать, что Панасенков это востребованный человек. А где Савик? В Дубаях. Наработал на войну и заработал деньги, привел войну и поехал в Дубай спокойно отдыхать. До речі, зараз йде реклама на 1+1, що люди, які ні разу від початку війни не виїжджали за кордон, їм дають 14 тисяч гривень допомоги, знову людей ділять. Я впервые такое слышу. На основании чего? Что-то, мне кажется, вы перепутали. Какой курс доллара ждать? Да, всем хочу сказать, покупайте доллары, покупайте евро, покупайте стейблкоины. Поверьте мне, в ближайшие 2 месяца гривна упадет. Не знаю, до каких пределов, потому что Запад, слава богу, накачал золотовалютные резервы, но поверьте мне, на несколько гривен минимум просядет все до конца года. И учтите, что, видите, западная помощь под вопросом. Может случиться вообще всякое. То, что я прогнозировал год назад, я же не знал, что туда столько денег навалят, когда я спрогнозировал курс 50. Это сейчас может случиться, потому что сейчас может произойти то, что я прогнозировал год назад. Не, я не хотел бы озвучивать то условие, которое поставил Панасенков. Ничего сверхъестественного такого компрометирующего, поверьте. Формальность. Я вам намекну, хочет монетизировать свою популярность и в Украине в том числе. Денис, что думаешь про заяву 100 миллиардов от США в долгосрочной перспективе? Я в это не верю.
Война в Израиле закончится победой Израиля. Итак, хорошо, Денис, как думаешь, имеет ли значение делать еще раз реформу полиции или оставить все как есть? Ничего как есть оставлять не надо, реформировать в Украине нужно все. Никакой реформы полиции не было сделано. Набрать просто новых людей на низкую такую же зарплату и пофотографироваться в красивой форме, поделать селфи — это же не реформа полиции. В Ізраїлі полетять голови тих, хто відповів за безпеку. Я думаю, когда в Израиле стабилизируется ситуация, оттуда всплывут какие-то невероятно сенсационные данные. Конечно, полетят. Может, там был вообще бешеный провал, может, даже с предательством. И я другого объяснения, кроме как предательства, вообще не могу найти. Нет, мне Панасенков не сказал, что мне нужно больше подписчиков. Он был согласен дать интервью, когда у меня было, не интервью, а подкаст записать, когда у меня было 102 тысячи подписчиков. О чем вы говорите? На сегодняшний день 138 или, может, уже 139 вы сделали. Кто не подписан, подпишитесь на канал, отправьте стрим другу, спонсором канала становитесь. Обязательно в Телеграм подпишитесь. Мы в Телеграме всегда на связи. Не забывайте, что у меня с Европой 6 часов, с Украиной 7 часов разницы. А так мы всегда на связи, благодаря Телеграму. Нет, стрим не лагает. Это у вас что-то с интернетом. Денис, как думаете, возможно в Америке жить без знания языка? Это плохая идея. Скорее нет, чем да. Список тем, мне уже люди, те 2 темы, которые были в списке, уже люди по вопросам вытянули с меня. Поэтому давайте я вопросы, готов отвечать на вопросы. Как стать спонсором? В закрепленном комментарии сверху, вот спрашивает человек, в закрепленном комментарии сверху ссылка есть. И на главной странице канала кнопка «Стать спонсором». Да, спасибо за подсказку. Вийти на 91-й рік, щоб збільшити кормушку для наших чинов, а ви як хочете, так і виживаєте. Да, администрации Зеленского нужен 91-й год, чтобы просто больше пилить. И все. И быть героем для людей. Ничего больше, они не понимают, что это, как это. Ваше отношение к Скрипину. Я не знаю, кто это такой. Он же не знает меня, я его не знаю. Так, скажите, пожалуйста, что с армией Израиля, почему не допустили террористов в Тель-Авив? Вчера был стрим этому посвящен, смотрите. Причин никто не знает. Чому Шарій так впевнено себе почуває, любу іншу людину вмить достали би та покарали? Ну как это вы его достанете? Вне закона, Да, привет, Геннадий. Как вы его достанете в территории Испании? Там же законы работают. Когда Стерненко говорит, что не воюет, потому что у себя на канале он более эффективен, создается впечатление, что наши мужчины, умирающие под Бахмутом, сказали, а мы были неэффективными дома на работах. Я вам скажу, что мое мнение, что Стерненко прав. Так же, как, по моему мнению, прав и Владимир Кличко, которому я вообще не симпатизирую, но который сказал, что он за Украину хочет жить, а не умирать. А что в этом ненормального? То, что вы сказали, ребята под Бахмутом неэффективны, конечно же, я так не считаю. И никто так не считает, и сам Стерненко так не считает. Но то, что каждый должен делать там, где он эффективнее, это 100%. А если человек идет на фронт, даже если он сознательно эффективнее понимает в другом месте, то честь, хвала и наше всеобщее уважение. Я всегда это говорил и буду говорить. Никто на эти лавры в тылу вообще не претендует. Вообще никто не претендует. Но если кто-то знает, как строить дроны, или чем-то кого-то обеспечить, или просто как много донатить, или рабочие места содержать, то это тоже хорошо. Поэтому, Алина, я с вами здесь не согласен. Просто Стерненко сам по себе пустой персонаж, он же ничего не проповедует. Накачали подписчиков. Я знаю, как это все происходило. Это все как бы проект.
Одеть очки, и это еще ж не быть умным. Денис, как думаешь, кто вступится еще на сторону террористов из близких? Ну, вы же знаете все прекрасно. Хезболла, Иран. Денис, я живу в Израиле, и Америка плывет авианосная группа к нам, как Хизбалла и другие, заботятся ли они и им по барабану. То, что Америке запросили оружие, я знаю. Наверное, информация, что уже авианосцам несколько человек написало во время стрима. Это уже во время стрима прошло. Я вам только желаю держаться. А вопрос не понял. И другие, заботятся ли они или им по барабану? Я вас не понял. Вопрос вас не понял. Вопрос. Как думаете про Беларусь и Лукашенко? Как с ними взаимодействовать? До конца войны никак. У народа Украины, я не думаю, что могут быть глобальные претензии к народу Беларуси. К народу России серьезные претензии. К белорусам нет. Белорусы хотя бы попробовали, у них не получилось сбросить Лукашенко. Я уже отвечал на вопрос, как война в Израиле повлияет на Украину, потом найдете в конце стрима. Мотнете. Давайте не будем мусолить тему про Бахмут. Мое мнение, как не военного эксперта, просто как человека, который мыслит рационально и со здравым смыслом. Не нужен был этот Бахмут ни тогда, ни сейчас. Не стоит эти жизни никакого Бахмута. Это мое личное твердое убеждение, я на это имею право. Я много оттуда чего знаю. Кое-что я рассказал, кое-что я пока не хочу озвучивать. Сколько мне людей написали, сколько я так узнал информации. Никто из родственников этих людей, это мне сказали непосредственно участники событий или их родственники, потому что уже родственников нет в живых. Как все было на самом деле? Завтра никто не захочет никаких границ 91 года, я вам гарантирую просто. Так. Нет, Зеленського ніхто не скине. Нам нужны нормальные выборы и все. Несколько раз в ваших стримах вы неоднозначно высказывались в адрес 62-летних людей из СССР. Вот это новость. Вы считаете, что человек к 62 годам утрачивает способность мыслить? Вот типичный пример человека, который что-то придумал и приписывает мне то, чего я не говорил. Андрей Нестеренко. Я говорил о том, что пенсионерам по-хорошему нельзя голосовать, потому что это управляемые люди, легко подкупаемые, которые, когда ты не платишь налоги, только работающий пенсионер может голосовать. Когда ты не платишь налоги, ты не можешь объективно голосовать. Тебе пообещают завтра повысить социалку, и считайте, что власть уже тебя подкупила. И в Украине это и есть главная беда. Кто выбирает Тимошенко? Ее выбирают пенсионеры. Кто выбирает Ляшко? Его выбрали пенсионеры. Вот что я имел в виду. А то, что в 62 года можно быть красавцем, тем более в нынешние времена, я это что, оспариваю? Или я говорю, что человек 62-летний дурнее, чем 32-летний? Нет, конечно. Возраст вообще не играет роли. Можно быть дураком и 85. Я говорю бюджетник, пенсионер, получает с бюджета. Вот что я имел в виду. Савченко на войне, я ее поздравляю. Я от этого уважать ее больше не стал. Мне сказали, что автозаки закупили для фронта. Да, Балашову за 60. Что думаешь о Равенжуке? Я о нем узнал случайно в интернете. Конченая тварь, конченый антисемит. И это еще один приговор в нашей стране, что у нас такие персонажи могут себе такое позволять. Сидит чувак, который якобы занимается политикой, гадит на всех евреев, и вчера радовался, что творилось в Израиле. Это считаете, что это патриотично, и что так можно построить Украину? Вот такие придурки так считают. Денис, пожалуйста, не пропустите мой вопрос. Третий стим, пытаюсь его задать на мимо. Мотаю. Валерий Григоренко, мотаю. Мотаю, мотаю, не вижу ничего. Приветствую, спасибо за деятельность. Крайне важный угол обзора обстоятельств. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему цифрового голосования для технически необразованных людей?
Это мы разбирали с Гайдаем, у меня записан подкаст. Это элементарно решается приложением в телефоне. И авторизация через ключ с помощью банковских приложений элементарно. Привет с Броваров, Броварам тоже привет. Мне 67 лет, готов не голосовать, но при этом буду агитировать за либертарианцев. Спасибо, Сергей Бурых. Як думаешь, податки в Украине зрастут, все к этому идет? При Зеленском — да. Как быть с людьми, с которыми я скидываю твое видео, а мне говорят, что ты агент Кремля? Просто таких очень много, если не переубедить, то адекватные в меньшинстве. Не, переубеждать не надо. Такой вопрос мне уже задавали, и люди потом сами приходили, начинали меня смеяться. Вы ничего, если вам не видят агента Кремля, это уже вы ничего не объясните, потому что ваши знакомые мыслят как? Не про Зеленский, значит пророссийский. У них третьего варианта не дано, что может быть просто проукраинским. Они ничего обо мне не знают. Пусть будет так. Вы же понимаете, что они подсознательно смотрят и хотят смотреть? Мы все делаем правильно, мы лучшие, все будет хорошо. Чтобы я сидел, гнал кого-то на фронт, сам там не находясь. Вот тогда я был бы вот такой чувак. Моменты с моей биографии, которые я рассказал, это было вот видео, называется «Разоблачение». Агент Кремля, который ездит по Майами с наклейкой на машине, где посылает Путина на 3 буквы и украинским флагом. Вот это агент Кремля, которого мы заслужили, хочется сказать. Но я могу вам дать один способ, пришло в голову. Если ваши знакомые при деньгах оплачивают любого эксперта в Майами на полиграфе, я сажусь в прямом эфире, прохожу с ответом там, на 3 вопроса по этой теме. И если они агент Кремля, то они, например, 1 000 000 гривен переводят на ЗСУ или на бригаду, на которую я скажу. На такое я готов вообще легко. Так, і ідуть слухи про те, що Європа продовжить тимчасовий прихисток українців до 26-го року. Невже війна буде ще 2 роки? Это никакого прямого отношения друг к другу не имеет. Европе нужна рабочая сила. Кстати, вы понимаете, да, то, что случилось в Израиле, сейчас будет новая волна мигрантов на всю Европу. И ни этому не рады ни венгры, ни поляки. Поэтому лучше, конечно, украинцев, чем палестинцев. Для того и продлевают. А вы пытаетесь в темной комнате найти черную кошку, которой там нету. Не делайте так. Так, епоха розмов з дикунами завершена. Настав час повністю знищити Хамас, стерти з лиця землі представник Ізраїлю в ООН. Повністю згоден. Але знаєте, чому представник Ізраїлю в ООН красень і може робити такі заяви? Тому що в Ізраїлі є партнерство з США, є виробництво власної зброї, і все налагоджено так, що в них є ресурс це зробити. Це дуже велика різниця. Гроші є на це. Економіка Ізраїля працює. Кто вы по гороскопу? Козерог, но я не верю в эти все дела. Почему много умных коммерсантов, создавших свой бизнес, ученых, айтишников, но к власти таких не подпускают? Что такое подпускать к власти? Я что, кого-то буду спрашивать? Здрасте, вы меня подпустите к власти? Я завел канал. Если вы мне симпатизируете, мои идеи, важно не я, мои идеи, мои взгляды, то, как я вижу будущее Украины, какие рецепты я предлагаю для решения вопроса. Если вам это близко, вы идете, за меня голосуете, например, и друзьям, родственникам говорите, вот посмотри его, вот проголосуй за него, пожалуйста. И все. Зачем нам у кого-то спрашивать разрешение? Донатите предвыборную кампанию. Не продонатят люди, продонатит олигарх. Но тогда решаться будут вопросы олигарха. Не мной, например, там условным Арестовичем. Там олигарх будет заказывать музыку. Да, уже, собственно говоря, заказывает. Денис, сколько спонсоров? Я же вам рассказывал. Там пишет 1500 с чем-то, но приходят меценаты такие и дарят людям по 10, 15, 20 спонсорств.
То есть это же нереальные там 1500. Вот, пожалуйста, Вита Шепель, спасибо. Спонсор канала подарила спонсорство 5 людям. Как посчитать? Вопрос не по теме, как бы вы охарактеризовали экономическое состояние Канады. Значит, Канада в ужасном состоянии. Канада вообще уже не та, в которую раньше любили уезжать наши люди. Ужасное состояние Канады. Ужасный президент Трюдо, фашист самый натуральный, такой полузеленский. Значит, но только я не называю Зеленского фашистом, я имею в виду по методике ведения дел. Помните, была забастовка дальнобойщиков? Трюдо сказал, бастуют, банковские счета им поарестовывайте, позакрывайте им счета в банках. Это что, не фашизм? Ты своим гражданам, которые чем-то недовольны? Экономический фашизм. Там такое творится в крупных городах, бездомные по улице, вонь, антисанитария, подбегают люди иголками какими-то колят, неизвестно с какой болезнью. Там просто трэш, что происходит, во что превратили Канаду. За последние 10 лет Канада просто, это мрак. Ну, может, 5 последних лет. Вот вам и Трюдо, вот вам и Канада. Поэтому, когда я вижу эту улыбочку Трюдо, это левак, натуральный левак. Что его параллели провел с Зеленским, тоже пытается делать хорошую мину при плохой игре. Сейчас просто меня интерпретируют, что я Зеленского назвал фашистом. Нет, Зеленский не фашист. Зеленский диктатор. Мирослав Олешко, как я могу оценивать человека, который говорит не свои мысли, а у которому заказывают музыку? Вот вы меня про Олешко, про Березовца. Как оценивать такого человека? Он что, свои мысли сидит, выдает? Или он идею какую-то пропагандирует? Он разоблачает, нападает на кого-то. Как это можно оценивать? Какая в этом ценность? Вы что, кого-то, может, хорошим считали тем, про кого Олешко сказал плохо? Я с ним согласен. Когда он делает разоблачение, я с ним полностью согласен. Но я это и так знал. Предложения, рецепты он дает какие-то, Олешко? Нет, не дает. Так смысл его обсуждать? Я готов обсуждать с теми и дискутировать про тех или с теми людьми, у которых есть программа. Что программа Елисевича против программы Олешко. Тогда будем разговаривать. А так мне его как оценивать? По очкам или как? Можно пару слов о странах севера. Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия. Финляндия, все 4 страны шикарные. Просто под какую задачу? Просто работать и хорошо существовать в равном обществе — хорошие страны. Исландия — супер демократичная страна. Успешные, состоявшиеся страны. Норвегия — супер богатая страна, невероятно богатая. Прочитайте про их государственный фонд, аналог которого я хочу сделать в Украине, чтобы ликвидировать пенсионный фонд и платить пенсии только с Фонда национального благосостояния, который будет наполняться благодаря тотальной приватизации, ренты ископаемых и много чего другого. И который будет инвестировать деньги там под 8-15% годовых, каждый год пополняться, а с этих процентов будет платиться пенсия. Фонд каждый год наполняется, пенсии растут. Ніякої команди в сфері виборів в мене нема. Я бачу, що ви були на стрімі, але нічого не чули. Я розповідав, а ви нічого не чули. Так, друзья, поставьте лайк. Давайте 5000 лайков прямо сейчас сделаем. 4942 сейчас. Поставьте лайк, друзья. Кто не подписан на канал, подпишитесь обязательно на канал, колокольчик и на телеграм-канал подписывайтесь. Так, передают мне пример с Хайфой и привет Хайфе тоже. Киев, всем привет, все вижу, друзья, спасибо. Все, 5000 лайков сделали. Все, больше 2 часов, друзья, я уже вас, наверное, утомил. Спасибо большое всем. И спонсорам особое отдельное спасибо. До новых встреч. Следите, пожалуйста, за каналом, подпишите друзей, это важно. Рост канала — это важно. Все, пока, спасибо.